Каждый из нас порой любуется сиянием звезд в ночном небе. Не исключено, что в это самое время из глубин космоса кто-то с восхищением смотрит на далекую яркую точку – наше Солнце. Подобных наблюдателей может быть очень много. Что вы скажете о 22 триллионах жителей Вселенной? По крайней мере, такое население мирозданию приписывал шотландский церковный служитель и научный писатель Томас Дик. В основу своих расчетов он положил плотность населения Англии своего времени – 280 человек на квадратную милю. Правда, все это было еще в 1848 году. С тех пор мы неплохо изучили планеты Солнечной системы и нашли множество миров в глубине космоса. Но нигде не обнаружили зеленых человечков или слизней, муравьев, комаров. Вообще никого. Однако Томас Дик может в чем-то оказаться прав. В последнее время ученые все чаще сообщают о признаках обитаемости планет. Давайте посмотрим на такие миры, совершив к ним космическое путешествие. Только предупреждаем, в этот раз придется быть особенно осторожными. Иначе можно ненароком уничтожить с десяток другой инопланетян. Когда люди поняли, что в глубине космоса кто-то может быть? Вполне возможно, с доисторических времен. Однако массовое увлечение инопланетной жизнью началось после того, как в 17 веке Галилео Галилей в телескоп рассмотрел небеса поближе. Он заметил там массу невероятных вещей. Луну, например, покрывали странные темные пятна. Что это могло быть? Астрономы посчитали пятна морями, которые наверняка кишат водными обитателями. Теперь мы знаем, что они ошибались. На самом деле лунные моря представляют собой огромные плато из темного базальта, образованные в результате древних извержений вулканов. Позже теории об инопланетной жизни выдвигали другие ученые. Самая оригинальная идея принадлежит знаменитому философу Иммануилу Канту. Он предположил, что разумные существа обитают на каждой планете Солнечной системы. При этом ум и интеллект выше у тех рас, которые дальше от звезды. Типа того, что Солнце сильным излучением иссушает мозги обитателей ближних миров. Получалось, что жители Меркурия почти идиоты, зато сатурнианцы практически гении. Невероятная идея. Но вряд ли ее можно считать научной. А как с версией Уильяма Гершеля, который был профессиональным астрономом? В 1870-х годах он заявил, что измерил рост марсиан. Используя самый мощный телескоп того времени, астроном определил размер Марса, продолжительность его времен года и суток. Гершель пришел к правильному выводу, что красная планета меньше нашей, потому ее гравитация слабее. Он предположил, что при низкой силе тяжести марсиане окажутся намного выше людей. Правда, самих жителей планеты ученый, как мы знаем, не нашел. В научном сообществе прошлых эпох выдвигалось еще много не менее ошеломительных версий. Но после исследования Луны и Марса никаких признаков внеземных существ там не оказалось. Самые продвинутые современные телескопы и космические аппараты не обнаружили признаков жизни и в других регионах Солнечной системы. В связи с этим интерес к внеземной жизни как-то поутих. Но в последние годы появились новые, более мощные телескопы, такие как ТЭСС, Кеплер, Хаббл и Джеймс Уэбб. Они невероятно расширили возможности поиска обитаемых миров. С их помощью астрономы уже открыли более 5500 экзопланет, в том числе ряд землеподобных, которые вращаются в обитаемых зонах своих звезд. Неудивительно, что у людей вновь вспыхнуло увлечение темой инопланетян. Астрономы тоже усердно ищут в космосе признаки жизни. Конечно, никому не удалось рассмотреть на далеких экзопланетах львов, тигров, носорогов или других подобных земным животных. Не найдено и следов развитых цивилизаций. Тем не менее, большим достижением можно считать уже то, что в последнее время мы можем познакомиться с мирами, похожими на Землю. Раньше ученым попадались преимущественно газовые гиганты. Так недавно стало известно, что на расстоянии 137 световых лет от нас находится суперземля ТОИ-715b.
Ее радиус в 1,55 раза больше, чем у Земли, и у нее твердая поверхность. Экзопланета находится очень близко к своей звезде и совершает полный оборот по орбите всего за 19 дней. Если бы Земля находилась на таком расстоянии от Солнца, то представляла бы собой обугленный безжизненный шар. А той 715b хоть бы что. По определению астрономов, она даже попадает в обитаемую зону своей звезды, маленького тусклого красного карлика. Относительно прохладное светило не сжигает безумным жаром своего ближнего сателлита. Однако красные карлики отличаются взрывным характером, и при его очередной вспышке, вероятно, закончилось бы для обитателей экзопланеты катастрофически. Хотя не для всех. Какие-то микроорганизмы теоретически способны спастись от смертельного потока излучения звезды под поверхностью Тои 715b. Мы можем найти на Земле подобных экстремалов. Микробы живут в горячих гидротермальных источниках, где температура воды выше точки кипения. Самое удивительное в том, что вареные малютки остаются вполне бодры и активны, а колония бактерий Deinococcus radiodurans в течение года находилась в открытом космосе и побила все рекорды выживаемости. Микроорганизмы не только не погибли, но и создали новые механизмы для восстановления повреждений в своих клетках. Не исключено, что в космосе обитают еще больше экстремалы. Ученые уже находят признаки их присутствия вне Земли, хотя пока речь идет об очень слабых намеках. Чтобы выяснить все точнее, нужны более глубокие исследования. Специалисты со всего мира сейчас активно разрабатывают методы, которые помогут нам раскрыть эту тайну. Недавно представлена подробная стратегия поиска внеземной жизни, которая включает 4 основных положения. Первое из них вполне предсказуемо. Речь идет как раз о поиске перспективных для поддержания жизни экзопланет. Ученые сосредоточат свое внимание на тех, что находятся в обитаемой области своих звезд или зоне Златовласки. На этих небесных телах условия должны быть в самый раз для живых существ, по крайней мере, в нашем понятии. Какими должны быть подобные миры? Как показали исследования ученых Австрийской академии наук, больше всего подойдут планеты размером примерно с Землю. Мощная атмосфера очень крупного и массивного объекта создаст огромное давление и, как катком, раздавит любые формы жизни. Если же планета, наоборот, слишком мала, у нее не хватит гравитации, чтобы удержать свою атмосферу. Тогда ее поверхность будут заливать потоки смертельного излучения. Радиация стерилизует объект, не оставив там ничего живого. Многие астрофизики считают, что планете также нужна правильная атмосфера, тектоника плит, вулканическая активность. Причем подобные условия должны сохраняться не менее нескольких миллиардов лет, чтобы на планете успела возникнуть сложная жизнь. Словом, необходимых параметров очень много, и, казалось бы, трудно найти в космосе подходящие миры. Однако команда астрономов из США считает, что гостеприимные для жизни планеты более распространены, чем предполагалось ранее. Треть из них может быть расположена внутри зоны Златовласки. По оценкам астрономов, в Млечном Пути 100 миллиардов звезд и примерно столько же планет. Следовательно, потенциально обитаемыми способны оказаться более 30 миллиардов миров. Прежде всего, на них должна быть вода в жидком виде. Это важно по нескольким причинам. Вода растворяет большинство молекул, но не все. Также она играет важную роль в метаболизме живых существ. В воде не разлагается широкий спектр сложных органических веществ, и она сама под действием внешних факторов в течение миллиардов лет не теряет своих свойств. Следовательно, в обитаемой зоне должна быть температура, при которой вода не замерзнет или не испарится. Для этого планете нужно место на подходящем расстоянии от звезды. На каком именно? Все зависит от типа светила. У желтых карликов, как наше Солнце, эта зона находится примерно в границах 0,7, 1,55 астрономической единицы от них. В системах раскаленных голубых звезд такая область будет отодвинута от светила в несколько раз дальше.
Зато экзопланеты могут приблизиться буквально вплотную к относительно прохладным и тусклым красным карликам. Это общий принцип. Если же рассмотреть его подробнее, то придется учесть еще множество нюансов. Например, форму орбиты планеты. Как она меняет зону Златовласки. Чтобы это выяснить, исследователи из разных стран сосредоточили внимание более чем на 150 планетах, вращающихся вокруг красных карликов. Исследователи использовали данные телескопов Кеплер и Гайя для изучения орбит небесных тел. Авторы исследований еще раз подтвердили, что круговые орбиты более благоприятны для сохранения воды в жидком виде. Кроме того, тонко сбалансированные несколько растянутые орбиты позволяют экзопланетам вращаться вокруг своей оси. Тогда эти миры излишне не раскаляются и не замерзают. Следовательно, на них может быть жидкая вода. Некоторые экзопланеты, возможно, полностью залиты океаном воды. Так, недавно космический телескоп Джеймс Уэбб нарисовал захватывающую картину одной из них. Мы полюбуемся этим зрелищем, отправившись к экзопланете К2-18b в созвездии Льва. Она расположена примерно в 120 световых годах от нас в обитаемой зоне своей звезды. Новые данные космического телескопа Джеймс Уэбб говорят о том, что К2-18b, скорее всего, покрыта океаном. В 2021 году астрономы из Кембриджского университета определили такие водные миры как потенциально обитаемые. Конечно, в далеких регионах космоса невероятно сложно что-то выяснить наверняка. Возьмем хотя бы ту же температуру. Это одна из ключевых характеристик экзопланет, и ученые уже неплохо умеют ее определять. Но все равно при ее расчете возможна масса неточностей. Нужны подробные сведения об атмосфере небесного тела, отражательной способности его облаков, наличии или отсутствии парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Из-за неточностей во время космического путешествия вместо комфортного мира нетрудно попасть в раскаленный или ледяной ад. Насколько катастрофической может оказаться ошибка? Мы можем убедиться в этом на примере Земли. Представим, что некие инопланетяне пытаются вычислить точную температуру на нашей планете. Они постарались учесть все параметры, даже отражательную способность земных облаков. То есть исключили солнечный свет, который уходит обратно в космос, не нагревая поверхность. И только эффект парниковых газов далекая цивилизация проигнорировала. Казалось бы, ничего ужасного в этом нет. На самом деле инопланетяне получили совершенно неправильный результат. У них вышло, что Земля – замороженный мир, непригодный для жизни. Даже расчет средней температуры поверхности Венеры на основании только отражательной способности ее облачного покрова может показать температуру поверхности минус 10 градусов Цельсия, и это на раскаленной как духовка планете. Но может эффективнее просто искать на небесных телах признаки жизни. Если они там есть, то об условиях беспокоиться не стоит. Значит, обитателям далеких миров подходит их общий дом. А мы можем найти их следы с помощью биосигнатур. Так исследователи называют молекулы, которые указывают на жизнедеятельность каких-либо организмов. В стратегию поиска внеземной жизни включено определение биомаркеров в атмосфере экзопланет. И две команды астрономов с помощью космического телескопа Хаббл уже сделали ценную находку. Они проанализировали атмосферу той же экзопланеты К2-18b. Кроме огромного количества водорода и гелия, ученые выделили там много водяного пара. Вода в том мире, вероятно, конденсируется в облака, которые могут вызывать дождь. Кроме того, Уэбб в атмосфере экзопланеты нашел диметилсульфид. Для многих из нас это просто сложное слово, обозначающее какое-то соединение. На самом деле диметилсульфид на Земле выделяют только живые существа, в основном морской фитопланктон. Но присутствие этого соединения на К2-18b еще требует окончательного подтверждения. Тем временем астрофизики ищут признаки жизни в атмосферах других планет.
В основном они надеются засечь газообразные азот и кислород, углекислый газ, метан, аммиак, водяной пар. Например, наличие кислорода в атмосфере может быть признаком активной биологической деятельности. Только вот тщательные поиски большого количества маркеров на далеких небесных телах очень сложная и трудоемкая задача. Но недавно исследователи предложили теорию, которая может все упростить. По мнению ученых, вероятность жизни всегда будет выше на планетах с меньшим количеством углекислого газа, чем у соседок по звездной системе. Если речь идет об объекте земного типа, такая разница в составе атмосферы может свидетельствовать о наличии на его поверхности жидкой воды. А это, как мы знаем, повышает шансы на развитие жизни. Исследователи отмечают, что их метод значительно эффективнее и технически проще, чем те, к которым прибегали ранее. Первые результаты работы это подтвердили. Астрофизики сравнили Землю с ее соседями по Солнечной системе. Оказалось, что наша планета содержит значительно меньше углекислого газа в атмосфере в сравнении со всеми другими. По мнению ученых, за это мы в первую очередь должны благодарить океаны нашей планеты. Еще один перспективный маркер наличия на планете жизни – фосфин. Он может быть побочным продуктом каких-либо существ. Фосфин, к примеру, нашли в облаках Венеры. И, может, там обитают неизвестные микроорганизмы. Трудно поверить в версию о том, что некто способен выжить в условиях этой адской раскаленной планеты. Однако данные японского космического корабля Акацуки показывают, что на Венере не все так плохо. Ее облака неоднородны и меняются со временем. В газообразном мареве над планетой есть области, где температура и давление аналогичны земным. Жизнь может найти безопасную гавань в той среде. Хотя вряд ли облачные обитатели будут похожи на земных. Для любого существа на нашей планете условия в клубящейся оболочке Венеры оказались бы смертельными. В облаках Венеры мало воды и много серной кислоты. Вместе с тем, нельзя исключить, что как раз этот химический состав окажется раем для каких-то существ. Жизнь вообще может принять совершенно невероятные формы, и это осложняет ее поиски. Планетолог Майкл Саммерс и физик Джеймс Трефилл выделяют 3 вида жизни: подобную нашей, не похожую на земную и совершенно не ту, что мы наблюдаем на своей планете. Первая включает в себя земную флору и фауну. Она состоит из соединений углерода с жидкой водой в качестве растворителя. Второй вид жизни подразумевает химию, основанную на других элементах, таких как кремний. Третий – темная лошадка. Иными словами, форма жизни может оказаться настолько за пределами нашего воображения, что мы не сумеем ее идентифицировать. По мнению ученых, до сих пор точно не ясно, насколько разнообразной может быть жизнь во Вселенной. Значит, нужно акцентировать свое внимание на разных, в том числе совершенно аномальных биосигнатурах. Но как можно искать то, что за пределами самых смелых фантазий? Ученые предложили вполне реальный способ. Нужно использовать технологии машинного обучения, запрограммированные на выявление нужных аномалий в спектральном анализе небесных тел. Исследователи считают, что с помощью искусственного интеллекта процесс обработки данных ускорится. Кроме того, даже при отсутствии одной или нескольких известных биосигнатур, умный алгоритм сумеет правильно во всем разобраться. При необходимости машина отнесет нужную планету к потенциально обитаемым. Таким образом, ученые не пропустят следы внеземной экзотической жизни. Но может всплыть очень много сюрпризов, ведь часто теоретические модели не совпадают с данными наблюдений. Чтобы быть к ним готовыми, необходимо спуститься с небес на Землю, то есть исследовать не только атмосферу, но и поверхность далеких объектов. И это еще одна составляющая стратегия поиска внеземной жизни. Для ее реализации астрофизики используют самые современные методы. В первую очередь наблюдение с помощью продвинутых телескопов. Аппаратам приходится проникать сквозь атмосферу экзопланет или пылевые облака вокруг них. Далеко не все можно различить сквозь подобную пелену на поверхности далеких тусклых небесных тел. В
Впрочем, уже есть предложение, как облегчить эту задачу. Какую-то подсказку о поверхности планеты может дать опять же исследование ее атмосферы. Вернемся для примера на К2-18b. Как мы говорили, ее поверхность может быть залита океаном жидкой воды. Это должен быть гигантский водоем, но увидеть его напрямую, на огромном расстоянии, все равно невозможно. Тем не менее, недавно космический телескоп Джеймс Уэбб сумел как-то выяснить. Обсерватория выявила углеродосодержащие молекулы метана и углекислого газа в атмосфере планеты. В НАСА заявили, что эти молекулы в сочетании с нехваткой аммиака подтверждают идею, что поверхность того мира покрыта океаном. Но есть и более оригинальные идеи. Одна из них предполагает, что отличным указателем на обитаемость планеты является ее цвет. Звучит как-то не очень, но давайте разберемся в этом подробнее. Если во время космического путешествия вы увидите, что все вокруг фиолетово, значит, это не означает приступ депрессии. Наоборот, стоит посетить такой мир и познакомиться с ним поближе. Он может оказаться обитаемым. На Земле подавляющее большинство растений имеют зеленый цвет. Они производят кислород, являющийся основой жизненных процессов для остальных организмов на нашей планете. Неудивительно, что обитаемый мир в человеческом представлении зеленый. Однако в новом исследовании ученые предположили, что на самом деле где-то далеко от нас все может быть иначе. Зеленый цвет растениям придает пигмент хлорофилл, который позволяет превращать в химическую энергию электромагнитные волны видимого диапазона. Растительность на других планетах может иметь не зеленый, а пурпурный или фиолетовый цвет. Такие растения есть и на Земле, хоть и в небольшом количестве. Они черпают энергию от инфракрасного излучения, а не фотосинтеза. В этом плане ученых особенно интересуют пурпурные водоросли. Они достаточно распространены в глубинах земного океана, где получают энергию от инфракрасного излучения. А вот с остальных территорий пурпурные водоросли почти полностью вытеснены своими зелеными родственниками. Химические реакции, связанные с поглощением инфракрасного света различными пигментами, не столь энергетически эффективны, как фотосинтез. Потому ученые предполагают, что фиолетовые растения доминировали на Земле до появления хлорофилла, а затем практически исчезли. Зато на планетах, где подавляющая часть звездного излучения приходится именно на инфракрасный диапазон, все могло происходить иначе. Там пурпурные водоросли могли доминировать и дать начало значительно более сложным формам растений. Вполне вероятно, что вся суша таких миров покрыта фиолетовыми лесами или лугами. Чтобы лучше понять, насколько это реально, ученые собрали образцы более 20 различных видов пурпурных водорослей из самых разнообразных земных сред. Пробы взяты на мелководье океана, из болот и глубинных термальных источников. Оказалось, что за преобразование инфракрасного излучения отвечает не один, а целый ряд пигментов желтой, оранжевой, коричневой и красной окраски. Вместе они дают пурпурный или фиолетовый цвет. В будущем это расширит параметры поиска обитаемых миров. Тем временем ученым все чаще попадаются биомаркеры на поверхности планет Солнечной системы. Выявить их помогают продвинутые технологии дистанционного зондирования и отправка на объекты роботов-исследователей. Космические аппараты спускаются на планеты и проводят геологические, а также иные изыскания. В основном это касается Марса. Марсоходы успели не раз порадовать научный мир невероятными находками. Сначала в атмосфере Красной планеты был обнаружен метан. Затем марсоход Curiosity сумел выделить органические соединения в скалах внутри кратера Гейл. В структурах некоторых из них есть сера, которая помогает органике не разрушиться со временем. Все это, конечно, не говорит о том, что Марс полон микроорганизмов, но жизнь точно не может существовать без подобных молекул. Хороший пример тому ДНК и белки. Так что ученые продолжают тщательно изучать всю органику, ведь она может подтвердить наличие жизни на Марсе, пусть даже в прошлом.
тому же, по одной из версий астрономов, эти молекулы — только части еще больших и сложных структур. Следующим космическим миссиям, возможно, удастся больше углубиться в грунт, чтобы их найти. Марсоход Perseverance, последователь Curiosity, пока эти таинственные структуры не нашел. Но аппарат сделал другие, порой шокирующие открытия. Одним из самых важных его достижений ученые считают органические соединения, найденные в недрах каменной скалы под названием Гарде. Марсоход использовал свою дрель, чтобы проникнуть внутрь камня и проанализировать его образцы, а затем определил их состав с помощью аппарата для сканирования на камере Шерлок. Что означает находка Perseverance? Неужели наконец-то обнаружены следы жизни на другой планете? Это было бы, наверное, самым крутым открытием века. Однако ученые не спешат с однозначными выводами. По их мнению, органику нельзя на все 100% считать доказательством наличия биологических процессов на планете. Углеродные молекулы могли быть сформированы в результате геологической активности Марса, а не белковых форм жизни. Какая из версий окажется более верной, покажут будущие исследования. Молекулы отправят на Землю для более тщательного анализа. С этой целью исследователи готовят специальную миссию на Марс. Perseverance уже создал для передачи на Землю 45 пробирок с образцами горных пород и атмосферы. Марсоход также продолжает осматривать каждый участок кратера Эзеро и фиксировать все события на фото или видео. Кто знает, какие удивительные снимки он нам еще пришлет. И марсоходы не единственные аппараты, которые исследуют далекие небесные тела. Некоторые космические зонды помогли ученым сделать просто фантастические открытия. Чтобы узнать об одном из таких ярких и неожиданных достижений, мы отправимся на карликовую планету Церера. Она является самым большим объектом подобного типа в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Цереру исследовал космический аппарат Dawn. Он показал, что карликовая планета просто засыпана водяным льдом, а еще на ней обнаружены сложные органические молекулы. Ученые долгое время не могли понять, как образовались эти вещества, необходимые для появления жизни. Синтезированы ли органические молекулы в недрах самой Цереры, или же туда их доставили богатые углеродом астероиды? Молекулы были обнаружены возле кратера шириной примерно 50 километров, который остался после удара какого-то крупного космического камня. Так что чаша весов склонилась в пользу теории астероидного происхождения органики. Однако в последнее время ученые начали сомневаться в этой версии. Новые наблюдения астрономов из университета Джона Хопкинса показали, что органические вещества на Церере являются более распространенными, чем считалось ранее. Все они проявляют себя полностью устойчивыми к условиям на карликовой планете. Это говорит в пользу того, что органика местного происхождения. Церера – самая маленькая из карликовых планет Солнечной системы, диаметром всего 950 километров. Но она, как выяснилось, теоретически может поддерживать какие-либо формы жизни. А что если посмотреть на более мелкие небесные тела – спутники планет? При поиске обитаемых космических объектов астрономы долгое время не обращали на них никакого внимания. Но сейчас все изменилось. Некоторые спутники даже попали в топ среди кандидатов на обитаемость. И в рамках новой стратегии поиска жизни в космосе ученые выделили Луны в особую категорию. Правда, у далеких экзопланет сателлиты пока не обнаружены, хотя уже есть несколько кандидатов. Возможно, спутником обзавелся газовый гигант ВАСП-12b из созвездия Возничего в 870 световых годах от Земли, а горячую экзопланету Кеплер-1625b предположительно сопровождает почти двойник Ио, который является спутником Юпитера. Но пока еще рано говорить об обитаемости этих далеких маленьких небесных тел, ведь о них практически ничего не известно. Тем не менее, такие объекты представляются ученым все более перспективными. Астрономы Рочестерского университета в последнем исследовании выяснили, что скалистая планета с большой Луной может иметь хороший потенциал для жизни. Спутник, как наша Луна, способен контролировать важные аспекты жизни планеты, в
включая продолжительность дня, океанские приливы и стабильный климат. Именно такие пары объектов ученые будут искать в космосе. Между тем, луны планет Солнечной системы намного ближе к исследователям, и их уже выявлено более 200. Некоторые из спутников продемонстрировали просто уникальные свойства. Куда нам стоит отправиться в полет, чтобы с ними познакомиться? Начнем, пожалуй, с Энцелада. Этот ледяной спутник Сатурна размером со штат Аризона или с Польшу – чудесное место. Об отдыхе там мечтал бы любой житель Земли. Из многочисленных трещин на его поверхности бьют огромные теплые водяные гейзеры. Их струи указывают на то, что под поверхностью Луны может находиться океан. По предположениям ученых, вполне возможно, этот огромный водоем обитаем. В системе Сатурна работал космический аппарат Кассини. Он много раз погружался в струи гейзеров и с помощью размещенного на борту спектрографа смог определить их химический состав. Ученые постоянно анализируют данные спектрографа, находя там признаки присутствия все новых и новых химических веществ. Сначала им попался хлорид натрия, более известный как поваренная соль. Затем астрофизики из Университета Вашингтона обнаружили фосфор и другие молекулы, необходимые для органической жизни. Постепенно на этой Луне нашли все химические элементы, необходимые для формирования живых клеток. Ученые, к тому же, считают Энцелад чрезвычайно похожим на совсем юную Землю. Луна, как и наша планета в те далекие времена, содержит глубоко под поверхностью огромное количество горячих вулканических источников. Эти раскаленные гейзеры могут давать достаточно энергии для поддержания жизни даже внутри спутника, куда никогда не попадают солнечные лучи. По мнению ученых, найти странных обитателей океанского дна Энцелада возможно уже на современном уровне развития технологий. Нужно только еще раз внимательно исследовать выбросы гейзеров с помощью спектрометров. Подобными исследованиями сейчас занимается команда ученых из Американского университета Вашингтона. Они разработали метод, который позволит наблюдать отдельные бактерии, если гейзеры будут выбрасывать их с поверхности Энцелада. Исследователи доказали, что масс-спектрометрия может находить даже меньшие объекты, такие как отдельные молекулы аминокислот и других компонентов, входящих в состав белков. Если подобный анализатор разместить на космическом аппарате, он сможет точно определить, есть жизнь в подземном океане спутника или нет. И ученые решили не терять времени. Миссию к этому небесному телу объявили одной из самых приоритетных для себя НАСА и Европейское космическое агентство. Впрочем, возможно, раньше мы найдем жизнь на Европе, спутнике Юпитера. На октябрь 2024 года запланирован старт миссии Европа-Клиппер. Предполагается, что аппарат 44 раза облетит Луну. Ученые ожидают, что он подтвердит существование океана на этом спутнике, измерит толщину ледяной оболочки Европы, а главное, зонд поможет окончательно определить биологический потенциал спутника, разреженная атмосфера которого состоит из кислорода. Космический аппарат соберет образцы материала из трещин на поверхности Европы, сквозь которые из ее глубин просачивается вода, и иногда выходит водяной пар. Возможно, в пробах найдут органику или другие биомаркеры. Исследователей также заинтересовала окраска небесного тела, которая может быть маркером его обитаемости. Какой мы увидим Европу во время космического путешествия? Она выполнена природой в красных тонах. Специалисты НАСА предположили, что красный оттенок Европе могут придавать микробы. Хотя поверхность Луны в основном состоит изо льда, данные показывают, что она странным образом отражает инфракрасное излучение. А инфракрасные спектры некоторых земных бактерий-экстремалов имеют красный и коричневый цвет. Хотя бактериям может быть трудно выжить в скудной атмосфере и при ужасной температуре поверхности Европы в минус 170 градусов Цельсия, у жизни там неплохие шансы. Она может развиваться в более теплых, жидких недрах Луны, а геологическая активность спутника способна периодически извергать их и замораживать на поверхности, придавая ей красный цвет.
Ученые называют Европу и Энцелад наиболее многообещающими кандидатами в обитаемые миры. Обе эти луны разогревают гравитационное взаимодействие с их планетами-хозяйками – Юпитером и Сатурном, а также соседними спутниками. Все модели лун показывают, что их океаны зажаты между тонким ледяным слоем сверху и скалистым слоем снизу. Это открывает возможность взаимодействия воды и камня. В результате в океан способны попасть биологически перспективные химические вещества. Жизнь в таких мирах может быть представлена мириадами бактерий, трубчатых червей, моллюсков и других созданий. Они процветают вокруг жерл гидротермальных источников на дне океана Земли. Такие существа питаются не солнечным светом, а веществами, которые выбрасывает через вентиляционные отверстия источник. Словом, у этих лун много заявок на обитаемость. Тем не менее, большинство ученых пока что не относят Энцелад и Европу к самым подходящим местам для поддержания жизни. Долгое время лучшим кандидатом считался Марс. И вдруг некий выскочка решил потеснить лидера. Вперед рвется один из 146 спутников Сатурна – Титан. Но Марс сдаваться не намерен. Чтобы немного развлечься во время нашего космического путешествия, давайте устроим условный баттл между этими соперниками. Они будут бороться за звание самого перспективного для поддержания жизни небесного тела в Солнечной системе. Не теряйте время, занимайте место в первых рядах. На скамейке запасных ждет своего часа горячая пара игроков – Венера и Меркурий. О первой из планет мы уже говорили. Облака Венеры могут быть обитаемы, только вероятность этого пока мало подтверждена. Меркурий так и рвется вступить в бой. Но есть ли хоть какие-то шансы у этой планеты? Она расположена у самого Солнца. На ее горячем полушарии, всегда расположенном лицом к звезде, любую жизнь сразу же испепелит безумный жар, а на холодной стороне подвергнет глубокой заморозке. Хотя некоторые ученые полагают, что у соседа Солнца не все так плохо. На полюсах Меркурия климат стабильный и могут быть ледяные шапки. Настоящая Эльдорадо для живых существ с постоянной температурой, запасами воды. Да и солнечной энергии в небе хоть отбавляй. Даже если зонтик – магнитное поле, который защитит от смертельного излучения. Правда, этот щит нельзя назвать надежным. Магнитное поле Меркурия равно всего примерно 1% земного. Кроме того, зонд Messenger заметил, что некоторые части планеты похожи на швейцарский сыр. Дырочки в нем – уникальные подземные лавовые трубы. Колонии микроорганизмов внутри этих труб окажутся защищены от солнечного излучения и экстремальных температур. Впрочем, версия того, что лавовые трубы кем-то заселены, не подкреплены никакими фактами. Так что Меркурий с Венерой пока отдыхают. А мы сосредоточим внимание на поле боя. Там уже разминаются противники, выдвигая одинаковые козыри. И на Марсе, и на Титане достаточно залежей водяного льда. К тому же на поверхности обоих небесных тел обнаружены органические соединения. Пока игроки остаются на равных. А затем Марс наносит первый удар. Простой, но эффективный. Красная планета более теплая, а значит перспективная для живых существ. Правда, по нашим меркам и там царит жуткий холод, в котором невозможно выжить. По расчетам ученых, на спутнике она опускается до немыслимых показателей в минус 180 градусов Цельсия. Поверхность Марса обычно в 3 раза теплее, что позволяет ему все же вырваться вперед. Однако Титан хорошо подготовленный противник и не думает отступать. Ученые выяснили, что на Луне, вероятно, есть участки, покрытые туманом. Это явление способно значительно смягчить холода. Некоторые снимки зонда Гюйгенс, который приземлился на берегу одного из этих водоемов, показали там метановую дымку, чем не туманный Альбион для обитателей Титана. Тем временем Луна добивает противника своей плотной атмосферой, которая на 90% состоит из азота и углеродов. Она выступит надежным щитом от метеоритов и излучения. Атмосферное давление на Титане тоже подходящее. Его показатели достигают примерно 1,5 атмосфер, что вполне комфортно для человека. На Марсе же давление составляет лишь 0,6% земного, а сама атмосфера очень тонкая и дырявая.
Подобный зонтик толком не прикроет от радиации и метеоритов. Планетолог НАСА Аманда Хендрикс вообще считает Титан идеальным местом для внеземной жизни. А что же Марс? Согласитесь, он тоже достойно выступил в этом баттле. Возможно, кто-то из вас, дорогие путешественники, отдаст предпочтение именно ему, ну а реальное положение дел покажут только будущие исследования. Мы еще очень мало знаем о космических глубинах, так что не исключены любые сюрпризы, и астрономы советуют об этом не забывать. Стратегии поиска жизни можно использовать в совершенно экзотических, но перспективных местах. Не хотите в гости к ужасным космическим монстрам? Это опасные гравитационные аномалии, но нам придется подобраться к ним поближе. Опытные космические путешественники, конечно, уже догадались, что речь идет о черных дырах. Недавно ученые из Чешского университета Палацкого предположили, что монстры способны поддерживать жизнь. Конечно, речь не идет о поселениях каких-то существ рядом с дырой. Своей безумной гравитацией она разорвет на куски и проглотит любую материю. Но кто бы мог подумать, что зловещие дыры время от времени могут выступать аналогом Солнца. По крайней мере, для определенной группы планет, на которых присутствует жизнь. Согласно закону термодинамики, для этого нужна разница температур, что обеспечивает постоянное поступление полезной энергии. Для Земли такой тепловой контраст создает Солнце, которое гораздо горячее окружающей среды. Но для других планет разницу температур может создать некий странный перевертыш. Как известно, некоторые черные дыры очень холодные, а окружающее пространство согревает тепло, оставшееся после большого взрыва. Это и есть та самая необходимая разница. То есть черные дыры могут выступать в роли холодных солнц. Чешские ученые также предположили, что спустя миллиарды лет, когда выгорят все звезды Вселенной, жизнь может перебраться поближе к черным дырам. Не исключены и другие не менее экстремальные варианты, например, развитие жизни в космической плазме. На первый взгляд это кажется выдумкой. Недавние исследования подтвердили, что неорганическая пыль в плазме частично ведет себя как живая. При определенных условиях она образует сложные соединения. Эти структуры могут взаимодействовать друг с другом способами, которые обычно ассоциируются с органикой. До сих пор физики предполагали, что в космической плазме твердые частицы просто создают образование типа нитей, а новые компьютерные модели показали нечто совершенно невероятное. Подобные нити обладают высокой способностью к самоорганизации, скручиваясь в подобие штопора или спирали. Но это еще не самое удивительное. Такие образования взаимодействуют и изменяются по типу ДНК и белков. Странные штопоры и спирали научились, например, делиться или раздваиваться, создавая две копии исходной структуры. Подобные копии взаимодействуют между собой, вызывая взаимные изменения, и даже могут эволюционировать. При этом в плазме остаются самые приспособленные копии, а менее стабильные разрушаются. Так что, возможно, сейчас в каком-то космическом облаке плазмы живой штопор спокойно проходит свой этап эволюции и совсем не рассматривает вариант того, что жизнь должна походить на земную. Так же, как и наномикробы, которые мирно живут прямо на нейтронной звезде. Американские астрофизики считают, что во многом они больше похожи на планеты, чем на обычные светила. Например, поверхность нейтронных звезд упругая и подвижная. Микросущества для жизни в тех условиях, скорее всего, примут форму плотно упакованных ядер, которые связаны вместе в ядерные молекулы. Жизнь звездных существ должна быть очень коротка. Ядерные реакции происходят гораздо быстрее, чем химические. Если они существуют, то живут буквально минуты. Мы обнаружим их только когда сможем под микроскопом рассмотреть поверхность нейтронных звезд. Конечно, безумно интересно будет с ними познакомиться, но все же мы мечтаем увидеть других инопланетян, зеленых человечков с большими головами, разумных кальмаров или ящеров. Фантазировать можно сколько угодно, только, как известно, фактов о реальном облике инопланетян пока нет.
Но ученые не теряют надежду найти в космосе наших братьев по разуму. Для этого прежде всего исследователи хотят выяснить так называемые техногенные маркеры. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра считают, что подсказку могут дать древние звездные скопления. Авторы исследования утверждают, что в Млечном Пути скрывается примерно 150 компаний ископаемых светил, которые существуют примерно по 10 миллиардов лет. То есть они, по сути, почти ровесники галактики. В этих сообществах вполне могут находиться очень старые планеты с благоприятными условиями для поддержания жизни. Ученые уверены, что на планетах древних звездных скоплений давно появилась жизнь и эволюционировала до разумных форм. У цивилизаций там было достаточно времени, чтобы создать суперпродвинутые технологии. Они могут путешествовать между звездными скоплениями и общаться с обитателями соседних планет. Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики намерены обсудить свои выводы с учеными Института Сети и составить перечень наиболее перспективных звездных скоплений для обнаружения там следов внеземного разума. В свою очередь, эксперт НАСА Эллен Стофан предлагает обратить внимание на слишком яркое излучение какой-нибудь системы, которая не соответствует температуре своей звезды. Не исключено, что эту область пространства дополнительно освещает некая развитая цивилизация. Но потемнение звезды или ее странное подмигивание тоже способны многое подсказать. Ученые из университета штата Луизиана говорят о присутствии разумной жизни на звезде KIC 846-2852. Она примечательна сменой интенсивности своего излучения, которое со строгой периодичностью колеблется на 22%. Исследователи объясняют это тем, что звезда окружена сферой Дайсона, которую создала живущая в ее окрестностях инопланетная цивилизация. Сфера Дайсона – это концепция инженерного проекта, который гипотетически реализуют чрезвычайно развитые сообщества. Они возводят специальные мегаструктуры вокруг светила, чтобы использовать для своих нужд всю его энергию. Чтобы найти сферы Дайсона, а точнее их техносигнатуры, открыт специальный проект под названием Гефест. В нем участвуют исследователи из Швеции, Индии, Великобритании и США. И недавно они сделали потрясающий вывод. Возможно, техносигнатуры сфер Дайсона уже обнаружены. Но эти подсказки не удалось расшифровать, и они затерялись среди огромного объема астрономических данных. Астрономы решили порыться в своих закромах и действительно вытащили немало кандидатов на сферу Дайсона из архивов аппаратов Gaia DR3, TUMAS и WISE. Обработка подобных данных требует сложных методов по объединению и анализу информации. В частности, следует выявить избыточное инфракрасное излучение, которое может свидетельствовать о работе сфер Дайсона. Важно отличать его от сигнатур природных объектов, которые также могут выделять инфракрасные лучи. После сложной фильтрации миллионов объектов команда идентифицировала 7 потенциальных сфер Дайсона. Эти кандидатуры нуждаются в дальнейшем анализе, чтобы окончательно определить их природу. Исследование планируется провести с помощью оптической спектроскопии. В то же время ученые признают, что сигнатуры могут иметь другие объяснения, такие как следы от облаков дисков или самих протопланетных дисков молодых звезд. Будущие исследования покажут, удалось астрономам выявить реальные техносигнатуры, либо нет. В целом же специалисты американского космического агентства НАСА обещают обнаружить инопланетян в течение 20 лет, причем как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Речь, конечно, идет только о прогнозе, но, согласитесь, такое предсказание никого не может оставить равнодушным. Знакомство с инопланетянами. Это было бы величайшим открытием, которое мы давно ждем. Ученые надеются, что их стратегия поиска инопланетной жизни раскроет и другие тайны Вселенной, а также поможет найти верный ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле. Исследования будут осуществляться с помощью современных технологий и оборудования. Астрономы возлагают большие надежды на чрезвычайно большой телескоп Европейской Южной обсерватории в чилийской пустыне Атакама. Эта обсерватория должна вступить в строй предположительно в 2027 году. С
С помощью гигантского 39-метрового зеркала обсерватории астрономы получат возможность более пристально изучить экзопланеты и возможности существования жизни на некоторых из них. Что они найдут в небе? Человекоподобных существ или просто микробов? В любом случае, мы, космические путешественники, проложим туда маршрут. Космические путешественники могут столкнуться во Вселенной со множеством опасностей и неожиданных событий. Все они хорошо известны. Астероиды, радиация, вспышки сверхновых, потоки гамма-излучения. Но кроме этого есть еще одна. Вдруг где-то в пространстве звездолет подстерегают летающие тарелки или какие-то другие инопланетные корабли. Что принесет такая встреча? Земляне будут к ней вряд ли готовы, ведь все это считается нереальным. А между тем число свидетельств об НЛО растет, причем не только от впечатлительных граждан. Самолеты и корабли США все чаще видят в небе неопознанные объекты и снимают их на камеру. Но чтобы в течение 20 минут запечатлеть сразу 3 разных НЛО, это стало сенсацией даже для самых завзятых уфологов. В апреле 2021 года съемку провел офицер F-18 с помощью камеры своего iPhone возле военно-морской авиабазы Вирджинии. Непонятные летающие объекты на его снимках по форме напоминали желудь, сферу и металлический дирижабль. Пентагон подтвердил, что записи подлинные. В ведомстве подчеркнули, что военные нередко фиксируют необъяснимые явления в воздухе. Информацию о летающих тарелках уже 2 раза рассматривали и в Конгрессе США. А если НЛО перестали отрицать в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. Как понимать смену отношения к теме, которую военное командование и правительство Соединенных Штатов Америки до недавнего времени полностью игнорировали? Неужели неизвестная цивилизация наблюдает за Землей и может встать на нашем пути при полетах в космос? Началась история с НЛО еще 1000 лет назад. С давних времен люди сообщали о странных объектах, замеченных в небе. Один из фараонов Древнего Египта якобы видел спускающиеся из-за облаков огненные круги, а в античном Риме сообщали о летающих щитах. Среди американских индейцев существуют легенды о плывущих по небу каноэ. Ацтекские резные изображения показывают бога Квецалкоатла, прибывшего на Землю в змеевидном воздушном корабле с остроконечным космическим шлемом на голове. Подобных примеров можно приводить десятки, но самая свежая находка – доисторические наскальные рисунки в Индии. По мнению местных исследователей, на них изображены гуманоиды и НЛО. Предположительно, этим изображениям 10 тысяч лет. Интересно, что среди местных жителей ходят древние легенды о маленьких человечках, которые спускались с неба на круглой лепешке. С наступлением нашей эры свидетельств о внеземных летательных аппаратах стало появляться еще больше. Массовые случаи настоящей паники по их поводу в Европе приходятся на период с 1561 по 1566 годы. Тогда огромное число жителей Базеля в Швейцарии и Нюрнберга в Германии видели, как что-то необъяснимое летает в небе. А в 1896 году со всех уголков США люди сообщали, что странного вида воздушный корабль кружил буквально над их головой. Никто из ученых или представителей власти не смог объяснить этот феномен. И история продолжала ходить по стране, обрастая множеством слухов и подробностей. Самое известное свидетельство исходило от жителя Канзаса Александра Гамильтона. Он описывал диковинное воздушное судно, опустившееся на его пастбище для коров. Когда корабль наконец улетел, обнаружилось, что он увез одно из молодых животных. Позднее, на расстоянии 5-6 километров, сосед на своем поле якобы нашел шкуру, ноги и голову коровы. Однако спустя время было заявлено, что это газетная утка. Впрочем, после этого интерес к НЛО никуда не исчез, и свидетельства о странных летающих аппаратах в небе появлялись вновь и вновь. Но ажиотаж заметно поутих. Большинство людей стали считать заявления о летающих тарелках погоней за сенсацией. Эта тема вновь заиграла яркими красками во время Второй мировой войны, и на этот раз ее разожгли не просто экзальтированные обыватели, а тренированные и психологически устойчивые военные летчики. Пилоты бомбардировщиков западных союзных сил начали сообщать о странных огненных шарах и дискообразных объектах,
в небе над Германией и Японией. Американские пилоты называли их «фуфайтерами», то есть огненными истребителями. После окончания Второй мировой войны заявления о фуфайтерах исчезли. Однако летчики продолжали рассказывать о странных явлениях в воздушном пространстве. В Западной Европе и в скандинавских странах чаще всего, например, сообщалось о бескрылых самолетах, за которыми тянулся длинный горящий хвост. Подобных свидетельств стало так много, что власти США вынуждены были послать в Швецию 2 авторитетных экспертов. И что же? Никаких конкретных объяснений явлениям специалисты так и не дали. Но именно тогда наступила эра летающих тарелок. Все началось с рассказа частного пилота Кеннета Арнольда. В 1947 году он увидел цепь из 9 странных самолетов, приближавшихся к вулкану Рейнир в штате Вашингтон. Пилот сравнил необычные летательные аппараты с плоскими тарелками. Они блестели в небе и, как зеркало, отражали вокруг себя солнечные лучи. Арнольд даже измерил скорость аномальных объектов, которая оказалась просто фантастической. Примерно 1900 км в час. Это было намного больше скорости реактивных самолетов того времени. Впрочем, власти это, видимо, не заинтересовало. Они не захотели во всем тщательно разобраться и объяснили слова Кеннета Арнольда просто миражом или галлюцинацией. И этот случай наверняка остался бы рядовым заявлением об НЛО. Все изменило одно слово – тарелка. Оно заинтриговало прессу, и сообщения пилота растиражировали по всему миру. Тогда неопознанные объекты в воздухе и стали называть летающими тарелками. О них поступало все больше свидетельств, в том числе от военных. Вот некоторые из самых захватывающих историй. 1947 год. Розуэльский мусор. Фермер Уильям Брейзель обнаружил на своем ранчо в штате Нью-Мехико какие-то стержни из непонятного металла, куски неизвестного пластика, обрывки бумаги. После того, как он сообщил о находке официальным лицам с авиабазы ВВС США в Розуэле, на ранчо нагрянули солдаты и постепенно вывезли обломки. Пресса утверждала, что это остатки разбившейся летающей тарелки. Однако военные назвали их всего лишь останками погодного зонда. Многие люди решили, что от них скрывают правду. Ширились слухи о том, что военные идентифицировали внеземное происхождение обломков на ранчо Брейзела и даже захватили там инопланетян. Лишь в 1997 году американские ВВС опубликовали по этому случаю объемный отчет, где все четко объяснили. Обломки принадлежали воздушному шару, который использовался при реализации засекреченного проекта «Могол». С его помощью США надеялись засечь испытания ядерного оружия в СССР. Миф о спрятанных у военных пришельцах был развенчан. Правда, это не помешало Розуэллу стать настоящей туристической Меккой для поклонников паранормальных историй. Даже на официальной печати города изображен зеленый гуманоид. 1951 год. Лаббокские огни. 4 годами позже в американском городе Лаббок 3 профессоров Техасского технологического университета проводили вечер на природе. Взглянув в небо, они вдруг увидели, что там невероятно быстро полукругом мчатся мерцающие сферы. Местные жители тоже видели их в небе. Все очевидцы утверждали, что это было величественное и пугающее зрелище. Как вы думаете, что это вызвало? В это трудно поверить, но всего лишь отражением уличных фонарей на телах летящей стаи птиц. По крайней мере, так объяснили уникальные явления ВВС США. Многие очевидцы отказались в это верить, ссылаясь на то, что огни летели слишком быстро. И вот наступил 1952, который получил удивительное название – «Год НЛО». В то время все в мире будто сошли с ума, наблюдая в небе одну летающую тарелку за другой. Только штаб технической разведывательной информации военно-воздушных сил США в 1952 году зарегистрировал 1500 свидетельств об НЛО. Летчики так часто сообщали о странных объектах, которые видели в небе, что командованию пришлось отреагировать. В марте ВВС создали особую организацию, названную «Проект Синяя книга». Эксперты организации собрали и проанализировали тысячи сообщений о предполагаемых наблюдениях за неопознанными летающими объектами. Самыми яркими среди них обычно называют 3 следующих события.
1952 год. Вашингтон. Горожане обрушили на власти целый поток сообщений об НЛО. Ночью группа неизвестных летающих объектов появилась и на экране 2 радиолокаторов в Вашингтонском национальном аэропорту. Сначала аппараты летели медленно, как бы не спеша, и вдруг умчались с фантастической скоростью куда-то за горизонт. ВВС пытались их перехватить, однако объекты легко ускользали от реактивных самолетов. Объяснить это невероятное и пугающее событие никто толком не смог. 1957 год. Левелленд. Жители этого маленького техасского городка заметили в небе странные огни, мешавшие работе электронных устройств. В это время в их домах начал отключаться свет. Двигатели автомобилей останавливались. Полиция изначально не верила в свидетельства горожан, а затем сама увидела те же самые огни, после чего принялась за расследование. Согласно официальным источникам, причиной перебоев стала шаровая молния и электрический шторм, но в тот день нигде в регионе не было плохой погоды. 1976 год. Тегеран. Местных жителей обеспокоили удивительное сияние и яркие огни в небе. Власти получили множество звонков, после чего отправили самолет на разведку. Но когда истребитель приблизился к объекту, электроника машины отказала, и пилот был вынужден вернуться на базу. Второй истребитель смог подобраться ближе и поймать необычное свечение на радаре, а затем произошло страшное. По словам второго пилота, НЛО выпустило светящийся объект, который издали выглядел как ракета. Самолет приготовился к бою, однако его оружие внезапно вышло из строя. Летчики повернули на базу, и, к счастью, их никто не преследовал. Иран обратился к США с просьбой помочь в расследовании, ведь в небе явно произошло нечто опасное. И опять ВВС США после разбирательства объявили, что волноваться не о чем. Если верить версии американских военных, то практически каждый нюанс инцидента имел логическое объяснение. Яркий свет мог исходить от Юпитера, который той ночью особенно выделялся в небе. Перебои в работе электроники были распространенной проблемой среди истребителей F-4. Наконец, инопланетные ракеты объяснялись метеоритным дождем. Каким чудесным образом 3 эти фактора слились в единую картину нападения на самолет, военные отказались уточнить. Неудивительно, что многие усомнились в их выводах, и вокруг этого случая быстро множились слухи. Говорили, что в реальности ВВС вступили в контакт с инопланетянами. Только простым обывателям решили ничего не сообщать. И в целом, синяя книга, на которую возлагались такие надежды, многих разочаровала. Проект собрал почти 12 тысяч сообщений об НЛО, но эксперты сделали выводы, что большинство из них были ошибочны. В действительности в небе наблюдались природные явления – облака, звезды, планеты. Также в их отчет была добавлена информация Управления военно-космической разведки США. Ряд свидетельств о летающих тарелках там объяснили полетами ранее засекреченных самолетов-разведчиков Ю-2 и А-12. Лишь небольшое количество заявлений о странных явлениях в небе было классифицировано как необъяснимые. После этих довольно спорных выводов тема НЛО стала быстро обрастать конспирологическими теориями. Все мы о них что-то слышали. Например, о том, что правительство США знает о визитах внеземных цивилизаций, только молчит с целью не пугать население. Что в Пентагоне захватили зеленых человечков и проводят над ними жестокие опыты. Ну и многое другое. Прояснить все могли только в высших эшелонах власти. Но там молчали. Только в 2022 году на поток сообщений об НЛО, в частности от военнослужащих, решил отреагировать Конгресс США. В 2022 году в подкомитете Палаты представителей по разведке прошло первое слушание военных отчетов о необъяснимых явлениях в воздухе. Это был новый термин, который в официальных кругах пришел на смену НЛО. Всего в Конгрессе названо 400 случаев фиксации таких явлений военными, особенно летчиками. На слушаниях продемонстрировали буквально секундную съемку, на которой в небе мелькнуло что-то круглое или сферическое. Видео сделано в 2020 году через окно истребителя FA-18 на большом расстоянии от объекта. Кроме того, на экран вывели ролик, где среди облаков виднелись 3 загадочных зеленых треугольника. Ранее Пентагон подтвердил съемку военными и других необъяснимых явлений в воздухе. Среди них оказались 3 видео, которые стали вирусными в интернете и даже получили имена: FLIR-1, Jim Bell, Go Fast.
Летчики FA-18 поймали их на камеру над Тихим и Атлантическим океаном. Съемки проведены с помощью передовых инфракрасных модулей ATFLIR, прикрепленных к фюзеляжам самолетов. Приборы оснащены тепловизорами, системами ночного видения и другим продвинутым оборудованием. В 2021 году эти видео представлены в отчете Пентагона о наблюдениях военных за неопознанными летающими объектами. Тогда спецслужбы проанализировали 144 свидетельства об НЛО, полученные с 2004 по 2021 год. В 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. При этом в 18 эпизодах сообщалось об их необычной форме, траектории движения, скорости или других характеристиках полета. В отчете Пентагона сделан вывод, что точно идентифицировать объекты невозможно. Для этого мало достоверной информации. На слушаниях в подкомитете Конгресса тоже не пришли к какому-либо конкретному выводу о странных явлениях в воздухе. Но если в небе происходит что-то непонятное, это нельзя оставлять без внимания. Все происшествия могут нести какую-либо опасность и вообще сильно тревожат людей. Так что вопрос оставался актуальным и не исчез из поля зрения Пентагона и властей США. И вот в июле 2023 года состоялись первые в истории официальные парламентские слушания, целиком посвященные НЛО. Во время них прозвучало несколько совершенно сенсационных заявлений. Одно из них сделал заслуженный ветеран американских вооруженных сил, в прошлом командующий элитным подразделением военной авиации Black Aces Дэвид Фейвор. Летчик рассказал конгрессменам, как в 2004 году спугнул в Калифорнии летающую тарелку. По его словам, к тому моменту белый овальный неопознанный летающий объект висел над океаном у южного побережья штата уже почти 2 недели. Когда военные наконец решились подобраться поближе, по всей видимости, их присутствие было обнаружено. И в считанные секунды объект на какой-то немыслимой скорости буквально исчез, нарушая все законы физики. У НЛО не наблюдалось крыльев, двигателей, пропеллеров или каких-либо других элементов конструкции, помогающих преодолевать гравитацию. В доказательство Дэвид Фейвор привел короткое видео, тот самый Флёр-1, о котором говорилось на слушаниях в подкомитете Конгресса годом раньше. Мы еще рассмотрим его подробнее и узнаем мнение экспертов на этот счет. А пока вернемся на заседание Конгресса. На нем также выступил бывший пилот ВМС Райан Грейвс. Он заявил, что его эскадрилья неоднократно сталкивалась с таинственными летающими объектами. Странные аппараты, несмотря на ураганный ветер, долгое время неподвижно висели в воздухе. Подобные явления, по словам Грейвса, другие военные пилоты тоже видят регулярно. Это травмирует летчиков и вызывает у них опасения за свою безопасность. Но почему тогда у командования почти нет докладов об аномалиях, замеченных в небе? Грейвс это пояснил. Военных, сообщающих об НЛО, отправляют на проверку, включая психологические тесты, и в конце концов могут лишить работы. Чтобы изменить ситуацию, создана инициативная группа «Американцы за безопасную аэрокосмическую отрасль», которую возглавил Райан Грейвс. Цель организации — побудить летчиков сообщать об инцидентах с НЛО. Очевидцам, которые не боятся предоставить такие свидетельства, предоставляется защита от негативной реакции их командования и других официальных лиц. Кажется, не может быть ничего более откровенного и смелого, чем показания Грейвса. Однако следующий докладчик, бывший сотрудник разведки Дэвид Граш, просто взорвал зал. Он сообщил, что в 2019 году получил задание собрать информацию о программах повышенной секретности в правительстве США. Бывший сотрудник разведки выяснил, что в расположении правительства еще с 30-х годов находятся объекты внеземного происхождения и останки неких нечеловеческих форм жизни. А в Пентагоне вообще существует многолетняя программа по сбору и реконструкции таких аппаратов. Правда, Граш признался, что своими глазами ни НЛО, ни останков пришельцев не видел. Он отправил запрос о доступе к соответствующим материалам, но получил отказ. Тогда Граш принял решение сообщить о собранных данных своему непосредственному начальству и нескольким генеральным инспекторам. Единственным результатом было увольнение его из силовых структур.
Бывший разведчик добавил, что финансирование указанных программ вынесено за пределы контроля Конгресса и осуществляется за счет нецелевого использования государственных средств. Реакция на это заявление от официальных лиц оказалась вполне предсказуемой. Представитель Министерства обороны Сьюзан Гофф пояснила конгрессменам, что специальная комиссия занималась данным вопросом. И, конечно же, она не выявила точных фактов существования внеземных материалов. Никаких обломков неопознанных летательных средств в качестве доказательства ей предоставлено не было. Нет сообщений или неоспоримых видеоматериалов о потерпевших крушение летающих тарелках или таких, что сбито армейскими подразделениями. По итогам заседания конгрессмены решили, что сейчас не имеют достаточных оснований признать инопланетное происхождение представленных им неопознанных явлениях в воздухе. В то же время все, как и на предыдущем заседании, согласились с тем, что непонятные летающие объекты представляют угрозу для национальной безопасности, а вот как с ними оперативно разобраться, пока никто не предложил. Но люди хотят знать уже сейчас, что за штуки часто кружат в воздушном пространстве над их головой. Особенный интерес вызывают те, которые запечатлели летчики на 3 упомянутых в Конгрессе именных видео. Вдруг на них действительно сняты летательные аппараты инопланетян. Некоторые авторитетные в своих кругах уфологи считают это вполне вероятным. На фото и видео, по их мнению, явно летающие тарелки или другие НЛО. Ведь иначе никак не объяснить аномальные свойства подобных объектов. В отличие от уфологов, эксперты предлагают свидетельствам о летающих тарелках вполне реальные объяснения, лишенные мистики. Давайте проведем собственное расследование и решим, кто же прав. Флёр-1. Возьмем видео Флёр-1, снятое в 2004 году. Его называют «Тик-так» из-за формы попавшего на камеру объекта, похожего на конфету. Это видео, которое признал подлинным Пентагон, вызвало большой резонанс, но скорее псевдонаучный. Масло в огонь подлил авторитетный сайт «Популярная механика». Якобы от своих анонимных источников там узнали, что изначально видео было 10-минутным, но появились зловещие люди в черном, забрали запись и удалили ее большую часть. Сторонники мировых заговоров и конспирологии как могли разгоняли эти слухи, пока их не пресек Дэвид Флейвор, который был на борту самолета при съемках. Он заявил, что подобные рассказы — полная чепуха, не было никаких людей в черном, и вообще никто из экипажа не смог бы снять столь длинный ролик при быстром движении самолета. Так что запись с НЛО представлена полностью и в первоначальном варианте. Но все равно, согласитесь, с объектом явно что-то не так. Как он может лететь на безумной скорости? Эксперты отмечают, что это именно тот случай, когда не следует верить своим глазам. Аномальная скорость НЛО – просто иллюзия, которую создают особенности камеры и движения самолета. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть параметры записи. К счастью, система сохраняет их и по запросу выводит на экран. Возьмем такую функцию, как зум. Если выставить на ней 2.0, то объект приблизится в 2 раза, а другая функция NAR означает режим узкого поля зрения. С переводом камеры на этот режим при съемке с самолета объект сначала мчится из кадра, затем появляется снова, но меньшего размера. Далее, в случае потери цели при движении самолета, режим автоматически меняется на MFOV – среднее поле зрения. С таким параметром камера вновь ловит объект и следит за ним. Но через несколько секунд режим опять возвращается на узкий, и объект снова несется за кадр. Вот так иллюзия скорости возникает из-за автоматического переключения режимов для захвата цели. И мы можем опровергнуть утверждение о мегаразгоне Флёр-1. Однако мы не получили ответ, что за странная тарелка или сфера движется в небе. Да еще и меняет цвет с черного на белый. По мнению экспертов, это просто самолет, а разгадка смены им цвета очень проста. Ее подсказали опять же параметры записи. Сохранились данные, что камера стояла в режиме TV, то есть она фиксировала происходящее без фильтров. Если солнце находилось за объектом, он становился черным и наоборот. Наверное, каждый видел, как в зависимости от положения к солнцу меняет цвет пролетающий самолет. Подобная история, к слову, случилась в Чили. Летчики сняли с вертолета объект, похожий на НЛО. Он напоминал то ли круглую тарелку, то ли овал и менял цвет с черного на белый.
Оказалось, что это обычный самолет, который находился на расстоянии 60 километров. К такому выводу пришел исследователь Мик Уэст, известный разоблачениями НЛО на своем сайте и телеграм-канале. Он собрал все данные о съемке с вертолета, на какой высоте она проводилась, какая местность попала в поле зрения камеры, и вычислил даже номер самолета, который в то время заходил рядом на посадку. Однако вернемся к объекту Флёр-1. Нам остается выяснить, почему самолет на видео похож на Тик-Так, или, скорее, уродливый арахис. Как говорят эксперты, в небе запечатлен не сам самолет, а его двигатели. Большие температуры на камерах фиксируются как черное или, если инвертировать, белое пятно. Оба этих режима есть на аппаратуре истребителей. Go Fast. Но вот Go Fast — нечто еще более безумно загадочное и интригующее. Ролик снят с истребителя, взлетевшего с авианосца Теодор Рузвельт у побережья Флориды в 2015 году. На видео кажется, что небольшой объект в форме тарелки мчится буквально по кромке воды Атлантического океана. По мнению уфологов, так низко и быстро лететь могло только НЛО. Но эксперты другого мнения. И вот почему. Если вывести данные о съемке на экран, они покажут, что самолет движется на высоте 7620 метров. Расстояние от него до неопознанного объекта 4,4 морские мили или 7400 метров. Но что мы имеем в результате? Непонятное тело действительно летит всего в 220 метрах над водой. Получается, уфологи правы? Если бы самолет двигался прямо над целью, то да. Вот только на экране указан угол съемки не 90, а 26 градусов. После несложных тригонометрических расчетов по углу и расстоянию выходит, что объект находился очень высоко, где-то в 4 километрах над океаном. Его немыслимая скорость тоже иллюзорна и возникает из-за эффекта параллакса. Чем дальше расстояние от камеры, тем быстрее кажется скорость предмета съемки. Вы легко убедитесь в этом, если возьмете линейку и проведете вдоль нее, скажем, просто пальцем. За 1 секунду ваш палец передвинется приблизительно на 5 сантиметров. А если убрать линейку на несколько метров, то вы за секунду на расстоянии проведете пальцем вдоль всей ее длины. То есть визуально получается, что скорость движения вашего пальца выросла. На самом деле рука движется в обоих случаях примерно одинаково. Так и в случае с Go Fast. Весь объект, как показывает зум, находился очень далеко. В итоге получается, что Go Fast летел достаточно медленно и на значительном расстоянии от воды. Это вполне мог быть метеозонд. Гимбал. Совсем другое дело с Гимбал. Съемка тоже велась в 2015 году с самолета, взлетевшего с авианосца Теодор Рузвельт. Но это совсем разные истории, и гимбал кажется нечто совершенно потрясающее. Дело в том, что объект вращается как карусель. Его точно не припишешь к самолетам или метеозондам. Уфологи очень обрадовались аномальной карусели и заявили, что это бесспорно НЛО. Однако безоговорочно принимать их точку зрения мы не будем. Послушаем, что скажут эксперты. Начнем не с вращения, а с формы гимбал. Мик Уэст, которого мы вновь привлечем к нашему расследованию, считает, что так может выглядеть, вы не поверите. Опять самолет, только реактивный. У него 2 двигателя, расположенные рядом друг с другом. Блики от этих двигателей могут казаться намного больше, чем сама машина. Они и затенили самолет, придав ему на снимке необычную форму. Тем более зум показывает, что съемка велась на максимальном отдалении. В этом можно убедиться с помощью простого эксперимента. Если посветить в объектив камеры фонариком и сфотографировать его, эффект окажется примерно тем же. А вот вращение для реактивного самолета в данном деле неестественно. Но Уэст сумел объяснить и это. Объект поворачивается только если камера колеблется от движения самолета. Она выполняет свою задачу стабилизировать картинку. Но когда достигает цели, блик все равно продолжает движение и создает эффект карусели. Впрочем, есть у летчиков съемки еще круче. На одном из видео зафиксирована целая флотилия НЛО. 18-секундное видео 3 совершенно невероятных зеленых пирамид с мигающими огнями снято у побережья Сан-Диего. Объекты буквально парят над эсминцем ВМС США «Омаха». Ролик в 2019 году обнародовал режиссер Джереми Корбелл, известный сторонником существования НЛО. По словам Корбелла, изображение сделал летчик из кабины истребителя.
Режиссер считает съемку одним из лучших подтверждений существования инопланетных летательных аппаратов. По его мнению, объекты земного производства не могут быть такой формы и не способны надолго без движения зависать в небе. Верна ли версия Корбелла? И вообще, что это за видео? Мик Уэст пояснил, что здесь нет ничего сверхъестественного. Мистический ореол снимку придает известный фотографический эффект боке. Он возникает, когда камера фиксирует изображение не в фокусе света. Уэст также выложил на YouTube видео, где демонстрирует эффект боке в случае с зелеными пирамидами. Эксперт подчеркивает, что любая камера ночного видения с треугольной апертурой, отверстием для сбора света, покажет такие объекты. А их мигание идентично навигационным огням самолетов. Амаха шла по территории, где расположен оживленный авиамаршрут с Гавайев в Лос-Анджелес. В то время над кораблем, несомненно, пролетала целая куча самолетов. Их яркие огни и тепло от двигателей могли дать изображение на инфракрасной камере, аналогичное представленному Корбеллом. Позже в Пентагоне, как мы говорили, тоже пришли к выводу, что на камеру попали самолеты, только это беспилотники, которые могут зависать на одном месте. В районе проведения съемки их тогда было очень много. Но почему объекты треугольные? Это результат того, что свет проходит через системы ночного видения, а затем записывается зеркальной камерой. В то же время существует видео, которым пока вообще не дано каких-либо объяснений. НЛО в один кадр. На слушаниях в Конгрессе в 2022 году, как мы говорили, продемонстрировано мгновенное видео, сделанное через окно истребителя FA-18. На нем в небе промелькнул какой-то странный круг или сфера. Что именно в данном случае зафиксировала камера, в Пентагоне объяснить не смогли. По мнению военных, для выводов запись слишком короткая. На слушаниях только с третьей попытки удалось поймать и остановить кадр со странным летящим объектом. Эксперты тоже не особо заинтересовались снимком, только вскользь заметили, что это, скорее всего, большой и высоко взмывший в небо воздушный шар. Сфера, желудь и дирижабль. Примерно такая же история с НЛО, похожими на сферу, желудь и отсвечивающий металлом дирижабль. О них мы упоминали в самом начале нашего видео. Пентагон признал съемку, которую в течение 20 минут провел летчик FA-18 подлинной. Однако военные не дали конкретного ответа на вопрос, что на них запечатлено. По заявлению ведомства, на этих и других видео может быть что угодно. Во время слушаний в Конгрессе заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри назвал возможных кандидатов. Это метеозонды, воздушные шары, дроны, орбитальный мусор, птицы. Аномалии к тому же способны вызвать атмосферные явления, кристаллы льда, влажность, колебания температуры, а то и просто ошибки радара или глюки камеры. Не исключено, что под НЛО маскируют неизвестные технологии. Наконец, по словам Моултри, в небе может пролететь что-то другое. Вот это другое оставляет лазейку для внеземного происхождения ряда неопознанных объектов в небе. И вообще, раз силовики изучают НЛО, значит, не отрицают возможность прилета инопланетян. Пентагон продолжает собирать свидетельства очевидцев. Для экипажей ВМС и ВВС разработана пошаговая процедура сообщения о летающих аномалиях с помощью их коленной доски в кабине. По этой схеме уже получено большое количество свидетельств. Возможно, среди них найдется видеообъекты, чье внеземное происхождение эксперты не смогут опровергнуть. Или не найдется. Есть ли среди неопознанных воздушных явлений, снятых летчиками НЛО? Из самолетов, конечно, виднее, что происходит в небе. Но и различных природных явлений, которые можно принять за что-то мистическое, там хватает. Об этих явлениях, несомненно, больше знают ученые, а не военные. Они тоже часто фиксируют аномальные объекты в космосе, причем очень давно. Вот только одно из свидетельств, сделанное почти 150 лет назад. В 1878 году директора обсерватории Уорнер Льюис Свифт и обсерватории Мичиганского университета Джеймс Уотсон вели наблюдение за полным солнечным затмением. Ученые находились на расстоянии 300 километров друг от друга. Тем не менее, каждый из них в одно и то же время увидел невероятную картину. Два неизвестных объекта красного цвета, размером чуть меньше Меркурия, неподалеку от Солнца. Астрономы предположили, что обнаружили новые планеты. Но это оказалось не так.
После исследований выяснилось, что в 3032 тысячах километрах от Земли пролетало нечто непонятное. Больший и более удаленный из объектов достигал в диаметре более 2,5 километров, а меньший был на 90% меньше. Что именно наблюдали астрономы, до сих пор не выяснено. В современную эпоху быстрого развития технологий и освоения космоса подобные события случаются намного чаще. Настоящими сенсациями становятся сообщения об НЛО от космонавтов, фото с искусственных спутников и зондов. Так, в 1965 году на 20-м витке по околоземной орбите корабля Gemini-4 астронавт Джеймс МакДивитт заметил в иллюминатор неустановленный летательный аппарат. Из него торчало нечто похожее на длинные руки. МакДивитт утверждает, что успел сфотографировать эту жуткую картину, но после проявления пленки не смог обнаружить нужный снимок. Есть также сведения, что астронавты космического корабля «Колумбия» во время ряда полетов стали свидетелями сотен объектов, летающих вокруг шаттла. Они даже фиксировали НЛО на камеру, способную видеть за пределами видимого светового спектра. Но данные снимки, по непроверенным данным, засекречены. После этого ученые не раз ловили вокруг Луны и на ее поверхности необъяснимые объекты или свечения. Они появлялись обычно совсем ненадолго и получили общее название короткоживущих аномальных явлений. А в 2020 году российский космонавт Иван Вагнер запечатлел с борта Международной космической станции целую флотилию НЛО. Иван Вагнер опубликовал в Твиттере одноминутное видео, показывающее пик Аврор, которые он снимал во время полета между Антарктикой и Австралией. И предупредил, что там скрывается некая сенсация. На 9 и 12 секундах в ролике чуть выше изгиба Земли появились 5 непонятных объектов, двигавшихся рядом на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт объяснил, что на самом деле НЛО были видны в небе на не 4 секунды, а дольше. Съемка велась с частотой 1 кадр в секунду, а затем собиралось видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения составляет 52 секунды. Вагнер назвал неопознанные объекты космическими гостями и сообщил, что передал кадры для анализа в Роскосмос. Официального заключения от организации пока нет, но некоторые астрономы считают, что это всего лишь спутники Starlink. Просто они очень странно выглядели с борта МКС. К слову, саму Международную космическую станцию тоже нередко принимают за НЛО. Людей сбивает с толку то, что она ярче большинства объектов ночного неба. И, кроме того, очень быстро летит всего за несколько минут, визуально пересекая небо. Еще с космическим кораблем инопланетян часто путают Венеру. Планета вращается вокруг Солнца внутри орбиты Земли. С нашей точки зрения она постоянно выскакивает по обе стороны от звезды, что может показаться похожим на движение НЛО. То же самое и с Луной. Порой при взгляде с Земли наш спутник принимает причудливые формы и отливает фантастическим светом. Из-за этого небесное тело у некоторых наблюдателей ассоциируется с каким-то диковинным летательным аппаратом. И вообще, у Луны давно сложилась репутация некого таинственного прибежища инопланетян. Ходят, например, слухи, что американские астронавты, высадившиеся на спутник Земли с корабля Аполлон-11, столкнулись с какими-то странными объектами. По всей вероятности, это были НЛО, которые сопровождали их до самой Луны. Марс тоже преподносит немало подобных сюрпризов. Зонды и марсоходы регулярно фиксируют на Красной планете непонятные объекты. Правда, большинству из них быстро находится объяснение. Но есть такие, что остаются загадкой. Так, марсоход «Настойчивость», который прибыл на Марс в 2020 году, снимает на фото или видео все свои передвижения. В этом марсоходу помогает беспилотный вертолет Ingenuity, тоже оборудованный камерой. Миниатюрная машина весом всего около 2 килограммов прибыла на планету внутри «Настойчивости». Именно этот крошечный беспилотник сделал фото, которое вызвало шквал комментариев в соцсетях. Давайте посмотрим на знаменитое изображение. В центре кадра среди марсианских песков видна коническая конструкция. Не правда ли она очень похожа на летающую тарелку? Именно таким мы представляем космический корабль инопланетян благодаря многочисленным фильмам, компьютерным играм и видео. И мечтаем когда-то увидеть его на реальном фото.
Однако это не тот случай. Ученые НАСА рассказали, что в действительности на изображение попала оболочка корпуса марсохода. Она защищала аппарат в космосе и во время огненного спуска к поверхности планеты. Вокруг оболочки можно заметить множество всяческих обломков, разбросанных во время приземления. А в верхнем левом углу снимка парашют аэрокосмического снаряда шириной 21,5 метра. Он считается самым большим из когда-либо развернутых на Марсе. Но любители поиска инопланетных цивилизаций не сдались. Энтузиасты нашли другие фото, якобы свидетельствующие об НЛО на Красной планете. Вот на этом снимке виден удивительный летающий объект. Причем он появляется только на третьем из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не просто отражение пылинки на объективе камеры. Похоже, в небе в самом деле находится что-то странное. Охотники за инопланетянами сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций, хотя у черного объекта в небе очень причудливый и не похожий на летательный аппарат вид. Но сторонники НЛО парируют, что речь идет не об обычном самолете или ракете, а о средстве передвижения из иных миров. Оно не обязательно должно хоть отдаленно напоминать наши летательные аппараты. Зеленые человечки, разумные слизни или кто-то другой, по их мнению, постоянно следят с космолетов за нашими передвижениями по космосу. И вот, наконец-то, марсоходу удалось их засечь. НАСА не прокомментировали это изображение, как и некоторые другие странные снимки и события на Марсе. Вероятно, в настоящее время у ученых не хватает сведений для полного анализа и объяснения подобных аномалий. Тем не менее, в американском космическом агентстве полностью не отмахиваются от подобных сигналов. Недавно НАСА создала специальную комиссию по работе с информацией о неопознанных аномальных явлениях. Комиссия уже провела свое первое публичное заседание. Там заявлено, что аномальными можно назвать от 2 до 5% объектов из общей базы данных. И сейчас ученые их тщательно изучают. Конечно, НАСА вряд ли рассчитывает обнаружить доказательства визитов разумных инопланетян. Хотя такая вероятность не исключена. В американском космическом агентстве скорее хотят провести своего рода аудит неба и выяснить, что происходит вокруг Земли в последнее время. Сюда входят и редкие погодные явления, которые часто принимают за НЛО. Некоторые из аномалий на протяжении веков сводили с ума ученых, пока окончательно не удалось их подтвердить. Вы слышали о чудесных спрайтах? Так называют большие электрические разряды, которые освещают верхние слои атмосферы Земли светящимися красными пятнами и полосами. Их часто сравнивают с причудливыми небесными медузами. Эти явления долго не хотели открывать свои тайны ученым. Небесных медуз наблюдают в небе с 1886 года, и все время считалось, что они образуются над грозами. А многие ученые вообще скептически относились к существованию спрайтов, несмотря на многочисленные свидетельства о них. Потребовалось 100 лет и разработка высокоскоростных камер, прежде чем явления запечатлели на снимках. Сейчас в научном сообществе все признали реальность спрайтов, хотя причина их образования по-прежнему остается загадкой. Подобное может произойти и в отношении НЛО. Однажды мы узнаем, что они лишь игра природы, как и спрайты, или наоборот, окончательно убедимся в их принадлежности инопланетянам. Чтобы быстрее это выяснить, по всему миру объявлена охота на летающие тарелки. Любой желающий может принять в ней участие, активировав портал обзора вселенной Wikisky. Им уже воспользовались сотни людей и обнаружили кое-что интересное. Особенно горячо обсуждались подозрительные артефакты, которые участники Wikisky наблюдали в 2010 году. К Земле летели объекты цилиндрической, круглой либо стержневой формы. Многие сочли их похожими на огромные инопланетные корабли, которые движутся в сторону нашей планеты. Ученые с этим не согласились, а странные объекты действительно просто исчезли с неба. Но тысячи энтузиастов продолжают следить за близким к нам космическим пространством. Правительства и военные ведущих стран тоже, как мы выяснили, стали чаще реагировать на подобные сигналы. Несомненно, шансы все узнать об НЛО при такой активности намного возросли. Даже если результаты нас разочаруют, это лучше, чем неведение, ведь любые воздушные явления, которые до конца не изучены, могут быть опасны для спутников или самолетов. И согласитесь, космическим путешественникам станет в небе комфортнее, если они будут точно знать, что летает вокруг.
Если в космическом путешествии мы увидим существо с зеленой или серой кожей, большими глазами и удлиненным черепом, сразу все поймем. Долгожданная встреча с инопланетянином состоялась. Протянет ли он нам руку, лапу, щупальце или какую-то другую конечность, и будет ли это дружественным жестом? Вопрос пока риторический, ведь внеземных существ никто из нас в космосе до сих пор не встречал. Зато на Земле то и дело всплывают рассказы очевидцев о контактах с инопланетянами, либо о том, что найдено тело пришельца. Причем облик таинственных незнакомцев периодически меняется. Что это? Дань моде? Либо нас посещают представители разных цивилизаций. Какая из них, по слухам, зачастила на Землю в нынешнем году? Давайте проведем собственное расследование, чтобы найти ответы на эти вопросы. И главное, выясним, где правда, а где вымысел. Рассмотрим факты об инопланетянах на Земле и, конечно, в космосе, ведь наше очередное путешествие по Вселенной никто не отменял. Мы уже рассказывали о том, что экипажи самолетов и кораблей США массово наблюдают в небе странные объекты, снимают их на камеру. Однажды в течение 20 минут удалось запечатлеть сразу 3 разных НЛО. Это стало сенсацией даже для самых завзятых уфологов. Съемку провел офицер самолета F-18 со своего айфона возле военно-морской авиабазы в Вирджинии. Непонятные летающие объекты на его снимке по форме напоминают желудь, сферу и металлический дирижабль. Пентагон подтвердил подлинность этих записей. В ведомстве подчеркивают, что военные нередко фиксируют необъяснимые явления в воздухе. Некоторые показания летчиков 2 раза рассмотрели в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. А если НЛО перестали отрицать в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. На слушаниях названо 400 случаев фиксации необъяснимых явлений в воздухе, военнослужащими, особенно летчиками. Законодатели пришли к выводу, что никаких таких зеленых человечков или разумных ящеров в нашем небе не летает. Заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри заявил, что за НЛО обычно принимают метеозонды, воздушные шары, дроны, птиц, орбитальный мусор. И знаете, ближний космос действительно как гигантская свалка, забит всякой всячиной. Прямо сейчас, пока вы смотрите видео, над вашими головами что-то пролетает, сталкивается, разлетается на куски. Еще порой шалят призраки, но естественного происхождения. Это аномалии, которые вызывают атмосферные явления. Кристаллы льда, влажность, колебания температуры, а то и просто ошибки радаров либо глюки камер. Или еще один вариант. Почему бы каким-то вполне земным летательным аппаратом не скосить под НЛО? Лучшую маскировку сложно придумать. В Пентагоне подозревают, что так могут прятать свои неизвестные технологии Россия, Китай, либо частные компании. Наконец, эксперты не исключают, что на снимках летчиков может быть запечатлено что-то другое, пока неизвестное. Вот это слово «другое» оставляет лазейку для внеземного происхождения некоторых неопознанных летающих объектов. А если есть лазейка, кто-то в нее обязательно проберется. Так и случилось. Причем всех опередили не какие-то особо развитые инопланетяне. Первыми стали все те же конгрессмены США. Члены Палаты представителей в январе провели конфиденциальный брифинг. Они хотели выяснить, что правительство знает об инопланетной жизни. Официальные лица отказались комментировать то, что происходило на этом мероприятии, за закрытыми дверями. Только один американский чиновник заявил об отсутствии у правительства доказательств посещения Земли космическими пришельцами. Но ясно, что власти США перестали пренебрежительно относиться к теме НЛО. Наверное, что-то странное все же происходит в нашем небе. Иначе зачем конгрессменам проводить тайные встречи? Ну и вообще остается очень много загадок. Например, вы можете понять, почему летающие тарелки так ярко светятся? Чтобы выглядеть эффектнее на наших фото? Или инопланетяне хотят, чтобы их признали? Тем не менее, все новое НЛО очевидцы снимают на камеру и отправляют в соцсети.
Недавно удивительное видео с неопознанным летающим объектом над военной базой США вызвало ажиотаж в интернете. На нем в небе запечатлено нечто странное, похожее на гигантскую медузу. Она передвигалась легко и бесшумно, а также постоянно меняла цвет с черного на белый. Видео опубликовал в Instagram художник и режиссер Джереми Корбелл. Он пояснил, что непонятный объект пролетал над базой совместных операций США в Ираке. Его поймал в объектив камеры один из военнослужащих и передал Корбеллу. И еще рассказал, что после полета НЛО погрузилось в озеро, где оставалось в течение 17 минут. Затем снова всплыло и на высокой скорости под углом 45 градусов скрылось в небе. Видео вызвало множество откликов, причем прямо противоположных. Одни пользователи были в восторге и писали, что лучшего свидетельства об НЛО трудно найти, но другие объяснили непонятные явления просто пятном на объективе. А изменение цвета объекта в небе тем, как камера была направлена по отношению к Солнцу. Мы, несомненно, вправе присоединиться к тому или другому лагерю. Но точно идентифицировать объект в небе все равно не сумеем. Насколько можно доверять этой информации, тоже непонятно. Джереми Корбелл, конечно, известная личность. Он не первый раз публикует потрясающие изображения неопознанных летающих объектов над военными базами США. Снимки всегда популярны, но вызывают вопросы по поводу внеземного происхождения объектов, которые на них запечатлены. Их автора зачастую подозревают в желании поймать побольше хайпа, подогревая популярную тему НЛО. Еще одно видео с неопознанным объектом в небе снял Ричард Бэквит, прокурор города Рок-Спрингс в США. Это не секундная, а солидная 40-минутная видеозапись, где видно, как неопознанный летающий объект кружит в небе. НЛО на записи похож на пульсирующую оранжевую каплю света. Она покачивается взад и вперед в ночном небе. А в какой-то момент из огромной оранжевой капли, казалось, выходит белый свет меньшего размера. После этого большой светящийся объект зависает неподвижно на несколько мгновений, затем постепенно растворяется в воздухе. Это впечатляющее зрелище, но многие отрицательно относятся к тому, что яркая капля в небе – корабль инопланетян. Скептики стали писать в комментариях к видео, что движение объекта похоже на колебания камеры с мощным телеобъективом. Но Бэквит парировал, что камера стояла на штативе и была совершенно неподвижна. Он также добавил, что после съемки встретил недалеко от места события подростков, которые видели все то, что есть на записи. Судья затеял настоящее расследование этого случая. В настоящее время он связывается с местными аэропортами и радиолокационными станциями. Там автор видео надеется узнать, не засекли ли специалисты в небе нечто странное. Также он хочет провести множество математических расчетов в надежде точно определить местонахождение огней в ночном небе. Для этого придется провести опрос сотен людей, разыскать среди них очевидцев события, получить от них информацию, а затем ее проанализировать и сделать выводы. Если все это будет выполнено, то расследование, несомненно, получится серьезным. Да и самого судью трудно назвать легкомысленным человеком. Но у него в этой истории тоже явно есть свой интерес. Ричард Бэквит является горячим поклонником теории появления НЛО в атмосфере Земли. Он исследовал сотни наблюдений и сообщений о необъяснимых явлениях в небе своего штата. Однако есть свидетельства об НЛО от людей, которые точно не в теме и никогда паранормальными явлениями не интересовались. Пример можно привести невероятный снимок странной темной сферы, плывущей возле аэродрома Эль-Мираж, Калифорнии. Его представил обычный работник сферы обслуживания Энди Сегобиаехал. На фото видна странная сфера, которая неподвижно висит в воздухе. Автор снимка отчетливо рассмотрел объект, который находится примерно на высоте 15-20 метров. Он утверждает, что диаметр сферы достигал где-то 5-10 метров, приблизительно как верхушка большой взрослой пальмы. А сделана она была из материала, похожего на затемненное стекло, и висела в небе совершенно без малейших признаков движения. Очевидец сначала принял объект за черный воздушный шар, но, подойдя ближе, убедился, что это не так. Энди успел снять шарообразный объект, который начал двигаться,
очень быстро, бесшумно проплыл над аэродромом и постепенно исчез за горизонтом. В соцсетях сошлись на мнении, что в данном случае очевидца НЛО не заподозришь в предвзятости или в корыстных целях использования снимка. Но мало кто поверил, что на видео снят летательный аппарат инопланетян. Уж очень объект похож на воздушный шар. Возможно, лучше определят природу сферы на видео эксперты, если, конечно, ею заинтересуются. Однако в этот раз мы ищем не транспорт инопланетян, а их самих. Нет сведений о том, что за штурвалом НЛО хоть однажды видели какое-либо существо. Но вот о встрече с пришельцами на Земле есть множество свидетельств, причем еще с доисторических времен. Индийские археологи обнаружили наскальные изображения возрастом в 10 тысяч лет. На них изображены гуманоиды, похожие в скафандрах, и еще объект необычной формы на треноге. Возможно, это космический корабль инопланетян. Чтобы узнать все точнее, исследователи намерены обратиться за помощью в НАСА. Недавно в центральной Танзании в заповеднике Свага-Свага археологи, возможно, тоже увидели инопланетян глазами древних жителей Африки. Специалисты откопали 52 доисторические стоянки и в них нашли наскальные рисунки. Большая часть их стерлась с течением времени, а те, что сохранились, поставили ученых в тупик. На одном из изображений видны загадочные фигуры человекообразных существ с гигантскими головами. Они во многом похожи на инопланетян, которых мы видим с экранов телевизоров. Есть также множество других археологических данных о пришельцах, которые посещали Землю. Но мы не будем углубляться в историю. Все равно сейчас невозможно полностью подтвердить или опровергнуть, кого и зачем древние художники запечатлели в своей живописи. А что в современности? Каждый из нас хоть раз в жизни слышал от кого-нибудь историю о встрече с инопланетным существом, живым или мертвым. Некоторые из таких свидетельств десятилетиями остаются на слуху. Один из самых резонансных случаев произошел в США еще в 1947 году. Фермер Уильям Брейзел обнаружил на своем ранчо в штате Нью-Мехико какие-то стержни из непонятного металла, куски неизвестного пластика, обрывки бумаги. После того, как он сообщил о находке с авиабазы ВВС США в Розуэле, на ранчо нагрянули солдаты и поспешно вывезли обломки. Пресса утверждала, что в городе разбилась летающая тарелка. Однако военные назвали таинственный хлам всего лишь остатками метеозонда. Многие люди решили, что от них скрывают правду. Ширились слухи о том, что военные идентифицировали внеземное происхождение обломков на ранчо Брейзела. И даже захватили там инопланетян. Лишь в 1997 году американские ВВС опубликовали по этому случаю объемный отчет, где все четко объяснили. Обломки принадлежали воздушному шару, который использовался при реализации засекреченного проекта «Могол». С его помощью США надеялись засечь испытания ядерного оружия в СССР. Миф о спрятанных на военной базе пришельцах был развенчан. Правда, это не помешало Розуэллу стать настоящей туристической Меккой для поклонников паранормальных историй. С тех пор многие люди заявляли о своих встречах с внеземными существами. Очевидцы в основном описывали инопланетян как небольшого роста человекообразных созданий с серой или зеленой кожей и яйцеобразными головами. В остальном описания разнились. Пришельцев характеризировали как необычно щуплых или, наоборот, плотных, с большими, иногда скрученными в трубочку ушами, либо вообще без них. Многие сходились на том, что незнакомцы обладают даром телепатии и внушения. Они якобы безо всякого насилия способны заманить человека на свою летящую тарелку или похитить его силой. На своих кораблях инопланетяне чаще всего проводят над пленными разные эксперименты, а потом возвращают их обратно на Землю. То есть действуют в духе «нас с вами». Почему нас? По версии одного из военнослужащих, люди проделывают то же самое с попавшими в их распоряжение пришельцами. Так, бывший сотрудник разведки Дэвид Граш на слушаниях в Конгрессе США заявил, что спецслужбы проводят опыты над инопланетянами или их останками. Граш уверял, что в 2019 году
получил задание собрать информацию о программах большой секретности в правительстве США, но столкнулся с противодействием на своей работе. Однако ему удалось выяснить, что в распоряжении федерального правительства есть объекты внеземного происхождения, а также останки неких нечеловеческих форм жизни. И Пентагон над этими инопланетянами или их мертвыми телами тоже проводит опыты. Граш, правда, признался, что сам лично ни НЛО, ни останков пришельцев не видел. И к тому же он не может разглашать подробности о программах, которые упоминал в Конгрессе. На слушаниях эту информацию сочли ничем не подтвержденной, и даже вопрос о ее проверке не встал. Тем не менее, секретный брифинг правительства США по вопросам НЛО и инопланетян, как мы знаем, все же после этого состоялся. Но мы не будем дальше гадать о его повестке, поскольку в Мексике недавно случилось кое-что еще более сенсационное. Там наконец-то представили инопланетян, хотя не живых, а только их мумии. Существа, которых продемонстрировали конгрессменам, действительно оказались гуманоидами, ростом около 1 метра, с очень худыми телами, серой кожей и неестественно большими вытянутыми головами. Типичные гуманоиды, представленные в поп-культуре. Правда, на руках и ногах существ, показанных конгрессменам, было по 3 больших пальца. Но это, согласитесь, не самое существенное отличие. На заседании останки представил Хайме Моссан, который назвал себя исследователем НЛО. Он заявил, что мумии обнаружены в 2017 году недалеко от линии Назка. Так называется древний памятник в южной части Перу, который представляет собой гигантские геометрические узоры на горном плато. Исследователь утверждал, что предполагаемые тела якобы изучил Национальный автономный университет Мексики. По мнению Моссана, научный анализ, представленный депутатом, доказывает, что телам действительно около 1000 лет, и они не связаны ни с одним известным земным видом. Исследователь даже настаивал на том, что одно из существ является самкой, и в ее теле обнаружены некие странные яйца, вероятно, органы размножения. Директор научного института здравоохранения ВМС Мексики Хосе Бенитес также выступил на заседании, поддержав версию Моссана. Эксперт заявил, что находки якобы подвергли рентгенографии, 3D-реконструкции и анализу ДНК. Результаты показали, что тела не связаны ни с одним земным видом, а тем более человеком. На эти заявления отреагировали исследователи, которым Моссан действительно ранее направлял образцы для анализа. Специалисты заявили, что провели углеродное датирование материала, во время которого оценили только возраст образцов, а не их происхождение. Другие ученые предположили, что, возможно, это останки неизвестных науке земных существ или даже некие гибриды животных с человеком. Есть сведения, что некоторые тесты ДНК действительно подтвердили присутствие в мумиях человеческого материала. В то же время другие анализы этого не показали. Кроме того, ряд экспертов высказал мнение, что фигурки изготовлены из частей земных мумий, а не останков нечеловеческого происхождения. Споры насчет происхождения удивительных фигур, представленных в Конгрессе Мексики, до сих пор не утихают и, вероятно, будут длиться очень долго. Тем временем в сети появляются новые видео, где предположительно сняты пришельцы с других планет, и они абсолютно не похожи на маленьких худых карликов с огромными головами. Как же выглядят эти загадочные существа? Сейчас посмотрим на фото и видео очевидцев. Но прежде немного приоткроем тайну. 2024 многие уфологи уже окрестили годом высоких инопланетян. И это основное отличие новой версии внеземных существ, которые в основном сняты очевидцами. В первый день Нового года возле торгового центра Майами между подростками вспыхнула драка. Они запустили фейерверки, которые прохожие ошибочно приняли за стрельбу, что вызвало массовую панику. На место происшествия моментально прибыла полиция. Однако люди начали говорить, что полиция быстро отреагировала из-за появления в том месте высоких инопланетян, которые по какой-то причине бродили по торговому центру. Слух, судя по всему, был вызван единственной публикацией в сети X, в
которой говорилось о закрытии аэропорта Майами из-за угрозы инопланетного вторжения. И еще о том, что в регионе из-за вмешательства пришельцев наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, было опубликовано размытое видео, где на заднем плане среди толпы якобы маячат неестественно высокие фигуры. Гигантов многие приняли за инопланетян, но доказательства этой версии большинство пользователей соцсетей считают очень сомнительными. А вот еще один ролик, тоже несколько размытый, но быстро ставший хитом в интернете. Кадры сняты в бразильском острове Илья-ду-Мел и показывают нечеткие фигуры, идущие по холму. Сара Далете, снимавшая видео, утверждает, что этот район с очень сложным, изрезанным рельефом недоступен для прогулок. К тому же чьи-то неестественно высокие фигуры не просто очень быстро передвигались по той непроходимой местности, а мчались просто на реактивной скорости. Многие комментаторы поддержали версию того, что в кадр попали инопланетяне. Любители троллинга тоже не обошли вниманием этот список. Футболист Питер Крауч, известный своим высоким ростом, в шутку заявил, что в той местности он любит проводить свободное время и с удовольствием дебютировал в роли инопланетянина. Несколько дней спустя итальянский баскетболист Филиппе Мотта вполне серьезно сообщил, что является одной из фигур на видео. Однако так ли это, точно неизвестно. Кадры оказались чересчур размыты, чтобы вызвать интерес у серьезных экспертов. Нет достаточных подтверждений и других видеофиксаций встреч с высокими инопланетянами в 2024 году, которые с завидной регулярностью очевидцы выкладывают в соцсети. Но охотники за внеземными существами сдаваться не собираются. Многие из них считают, что отсутствие достоверных видео ничего не доказывает. Пришельцев на Земле очень много, и у них даже есть постоянные базы на нашей планете. А почему мы до сих пор не обнаружили их самих и их убежища? Просто не там ищем. Нужно сосредоточить внимание на загадочных родственниках НЛО, которые называются НПО, то есть неопознанные подводные объекты. И понятно, что они перевозят совсем не людей, а инопланетян, которые обитают в глубинах Мирового океана. Иногда пришельцы без своего транспорта совершают надводные прогулки или даже выходят на сушу. Охотник за внеземными существами Найджел Уотсон считает, что в этом нет ничего удивительного. Наша планета на 70,8% покрыта океаном, и пока изучено не более 20% его вод. Фактически мы больше знаем о Луне и Марсе, чем морском дне. Иными словами, инопланетяне выбрали самое надежное место, чтобы спрятаться от человеческих глаз. Особенно по мнению Уотсона. Пришельцам пришлось по душе Северное море, а также воды возле Калифорнии и Пуэрто-Рико. Есть множество сообщений о появлении НПО от очевидцев. Вот как бывший пилот военно-морских сил США Дэвид Фревер описал разговор со своим коллегой, который встретил неопознанный подводный объект. Недалеко от Пуэрто-Рико пилот вытаскивал из моря отработанные учебные боеприпасы на вертолете ВМС США. Внезапно мужчина увидел большой круглый объект, который не был подводной лодкой, но поднимался из пучины океана. Странное плавательное средство захватило учебную торпеду, которую военнослужащего послали забрать на базу, и потащило ее на глубину. После этого торпеда так и не всплыла. Или вот еще один случай. Научный сотрудник Боб МакГвир из Технологического института Вирджинии, находясь по работе на подводной лодке, стал свидетелем таинственного происшествия. Неизвестный объект проплыл над субмариной со скоростью, превышающей звуковую. МакГвир сообщил команде, что бортовой гидролокатор засек НПО. Однако подводники решили не проводить расследование, чтобы сосредоточиться на своей миссии. Согласно сообщению ученого, встреча с быстроходным НПО длилась всего несколько секунд, и толком его никто не рассмотрел. Не так давно французские моряки также заметили в воде странные явления. Что-то сверкающее выскакивало на поверхность, как гигантские кузнечики, и без всплесков опускалось назад. В целом же сотни моряков из разных стран говорили о появлении светящихся пятен, кругов, сфер в водах океана. Ученые согласны, что столь массовых галлюцинаций быть не может.
Однако, по имеющимся данным, не могут эти явления объяснить. Тем временем случилось нечто еще более масштабное. Охотники за инопланетянами стали говорить о том, что в океане есть подводная база пришельцев. Она расположена на глубине примерно 600 метров у берегов Калифорнии. Существует около 100 свидетельств того, как НПО в той точке опускались в воду и поднимались из нее. Позже загадочную подводную структуру даже нанесли на карты Google Earth. Однако эксперты после изучения всей информации никаких достоверных признаков базы в том месте не нашли. По их выводам, все свидетельства о странных тенях и огнях в водах связаны с природными явлениями, причем совсем не уникальными. Однако недавно появилась похожая информация, причем уже от ученых. В самом центре Бермудского треугольника обнаружены 2 гигантские пирамиды. Открытие сделал известный океанолог Верлар Кнеллер. Он заявил, что пирамиды созданы не так давно из неизвестного науке материала, по фактуре напоминающего толстое стекло. Конечно, это не прямое доказательство того, что объекты являются инопланетной базой. Прежде чем сделать какие-то выводы, ученые хотят основательно изучить удивительные пирамиды в Бермудском треугольнике. С нетерпением ждем результатов, но нас сейчас больше интересует, видел ли кто-то под водой самих инопланетян. По крайней мере, некоторые утверждали, что их слышали. Экипажи подводных лодок сообщают о странных звуках, напоминающих кваканье лягушек. И это совпадает с появлением каких-то непонятных объектов вблизи субмарин. Специалисты ВМФ более 20 лет исследовали этот феномен. Но сколько бы ни бились эксперты, им так и не удалось обнаружить источник этих звуков или самих таинственных квакеров. Догнать квакающие объекты, силуэты которых мелькали в воде, тоже ни разу не удалось. Они всегда двигались гораздо быстрее самых современных подводных лодок и легко ускользали от преследователей. Некоторые исследователи считают квакеров неизвестным науке видом полуразумных животных, а уфологи относят это к прямым доказательствам существования под водой инопланетян. Их, возможно, даже видели на озере Байкал, только история закончилась трагически. Во время учебных сборов в районе западного побережья озера подводники несколько раз встречали на глубине 50 метров неизвестных пловцов 3-метрового роста. Одетые в серебристые облегающие комбинезоны, они передвигались с большой скоростью. У очевидцев создалось впечатление, что неизвестные за ними шпионят, и решено было захватить одного из них. Но как только на одного из таинственных пловцов попытались набросить сеть, таинственный мощный импульс выбросил группу захвата на поверхность. В результате из-за редкого перепада давления 3 людей погибли, а 4 стали инвалидами. Правда, нет никакого официального подтверждения этой печальной истории или снимков загадочных пловцов в серебристых костюмах. А житель штата Флорида нашел непонятное тело во время прогулки по берегу океана. По его словам, находка походила на труп человекообразного существа. Монстра полностью покрывала чешуя, а вместо рук и ног у него были хорошо развитые плавники. Хозяин предложил существо одному из музеев, но затем резко передумал и продал его в частную коллекцию. Было ли тело странного морского создания подделкой или представляло собой переходную ступень между человеком и морским млекопитающим, достоверно узнать не удалось. Но уфологи и многие пользователи соцсетей уверены, что это представитель расы инопланетян, которые обитают в океане. И в один прекрасный день кто-нибудь из людей встретится с ними под водой или на берегу лицом к лицу. А пока они обратили свои взоры в космос и ищут свидетельства об инопланетянах среди данных телескопов. Давайте посмотрим на самые интересные находки уфологов. В основном они касаются Марса, и некоторые снимки марсохода просто взорвали соцсети. Вот это фото уфологи до сих пор считают одним из ярких примеров инопланетной жизни на Красной планете. На нем ясно виден череп, очень похожий на человеческий, только немного вытянутый. Его можно заметить на 360-градусном панорамном изображении с высоким разрешением, сделанным марсоходом.
Пользователи интернета отреагировали на фото шквалом вопросов и комментариев. Как на Марсе появился череп человека? Или он принадлежит марсианину? Может, вокруг можно найти еще множество останков вымерших обитателей планеты? Все разъяснилось очень быстро. Внимательно рассмотрев увеличенный снимок, вы увидите, что загадочный объект – просто один из многочисленных марсианских камней. Хотя издали он действительно, очень похож на череп. А вот как объяснить это фото? На нем в марсианском небе виден некий странный объект. Причем он появляется только на третьем из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не пылинка на объективе камеры. Похоже, над планетой передвигается что-то непонятное. Уфологи сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций или даже летящее инопланетное существо. Следующее фото, которое опубликовал известный уфолог Скотт Уоринг, еще более сенсационное. На нем некоторые усмотрели уже не просто череп, а целого инопланетянина. Действительно, на снимке, похоже, на камнях лежит человек или, по крайней мере, гуманоид, ростом около метра. Он в темном костюме с серым предметом, похожим на рюкзак на плече. Незнакомец смотрит прямо в сторону марсохода. Уоринг утверждает, что даже заметил следы инопланетянина возле места его отдыха. Впрочем, радоваться долгожданному фото внеземного существа нам не стоит. По мнению экспертов, изображение взято из гораздо большей панорамы и создано на основе необработанных кадров, опубликованных на Mars NASA Gov. В первоначальной версии снимков неодушевленные предметы могут выглядеть как что-то, чем на самом деле не являются. НАСА не прокомментировали это изображение, как и некоторые другие странные фото и события на Марсе. Вероятно, в настоящее время у ученых не хватает сведений для полного анализа и объяснения данных аномалий. Тем не менее, в американском космическом агентстве полностью не отмахиваются от подобных сигналов. Недавно в НАСА создали специальную комиссию по работе с информацией о неопознанных аномальных явлениях. Комиссия уже провела свое первое публичное заседание. На нем заявлено, что аномальными можно назвать от 2 до 5% объектов из общей базы данных, и их тщательно изучают. Так что шанс на встречу с инопланетянами на Марсе или даже на Земле, согласитесь, все же остается. Представим, что это невероятное событие, которое все так долго ждали, произошло. Встреча с настоящим инопланетянином. У любого из нас сердце, наверное, начнет выскакивать от радости из груди. Но эйфория продлится недолго. Что делать дальше? Как найти общий язык с непонятными существами? На этот вопрос наука до сих пор не может найти ответ. Когда люди столкнутся с внеземной жизнью, то придется общаться с незнакомцами совсем не похожими на нас. Само отличие анатомии мозга и тела способно сильно все изменить, ведь наше мышление во многом является их продолжением. Как правильно разделить сигналы совершенно непонятного создания на составляющие и определить их суть? Будет ли инопланетянин реагировать на сообщения, сделанные на основе этого анализа? К счастью, на нашей планете есть существа, которые достаточно умны для того, чтобы вести беседу и при этом отличаются от людей. Речь идет о горбатых китах, которые составляют чрезвычайно длинные и сложные песни, своего рода рассказы о своей жизни. Эти удивительные сообщения ученые уже частично расшифровали. Эксперимент провела команда ученых из Института Сети, Калифорнийского университета и Фонда китов Аляски. Исследование проводилось у побережья Антарктиды в форме обмена сигналами с самкой горбатого кита, которую назвали Твейн. Разговор длился в течение 20 минут, и во время него исследователи беспрерывно фиксировали, как гигантское существо реагирует на сообщения людей. Ученые установили, что кит прекрасно понимает сигнал приветствия. Да и на остальные послания самка реагировала именно так, как если бы это был естественный разговор. То есть она понимала сигналы от представителей другого вида, в данном случае человеческого.
Исследователи придают большое значение полученным результатам. Их эксперимент доказывает, что люди способны правильно выделять элементы в разговорах созданий, совершенно не похожих на нас. А они, в свою очередь, могут искать человека-контактера для того, чтобы наладить разговор. Это хорошая новость для нас, космических путешественников. Если где-то во Вселенной мы столкнемся с инопланетянами, то мало шансов обнаружить гуманоидов, похожих на людей. В чужом мире наверняка будут совершенно иные условия. От этого зависит, какие формы примет жизнь. Планета с безумной силой тяжести вмиг уничтожила бы гуманоидов, превратив их кости в порошок. Обитатели такого мира наверняка окажутся приземистыми, мощно сложенными, с толстой кожей или даже броней и множеством конечностей. Такие себе разумные блины-многоножки, которые навстречу с нами не придут и не прибегут, а перекатятся или приползут из-за сильной гравитации. А на планете Океане с самыми лучшими намерениями к нам могут подплыть создания вроде осьминогов или медуз, надутых легкими газами, как шары. На планете с чрезвычайно низкой гравитацией тепло пообщаться с гостями, возможно, захотят чудовищные сверчки, бабочки размером с ястреба или птицы больше, чем самолет. С любым из таких фантастических аборигенов нам придется находить общий язык, и тут могут всплыть неприятные моменты. В отличие от горбатых китов, наши собеседники могут воспринять слова приветствия как агрессию, да и руку, протянутую для дружеского пожатия, тоже. Но тогда, может, от жестов и слов лучше перейти к картинкам? Нам кажется, что невозможно воспринять негативно, например, изображение Солнца. Для любого человека это символ тепла, света и жизни. Однако инопланетяне могут увидеть на картинке взрыв и подумать, что мы прибыли уничтожить их планету. Тогда почему бы не попытаться понять друг друга посредством математических формул, геометрических фигур? Ученые считают, что с этим тоже не все однозначно. Далеко не факт, что инопланетяне правильно воспримут наши обозначения, а мы их. Представим самое простое: нам прислали треугольник. В нем легко увидеть здание, балалайку, пирамиду, колокол, да даже кусок пиццы. Эксперты говорят, что некоторым геометрическим фигурам соответствует бесконечное количество объектов. Немыслимо выйти за пределы математических абстракций в мир конкретики без использования языка. И в целом, математика, физика, химия внеземных цивилизаций способны сильно отличаться от наших. Кажется, что вступить в контакт с внеземными существами вряд ли получится. Однако ученые утверждают, что это больше техническая проблема. Все равно любые разумные создания как-то общаются, возможно, на других волнах, с помощью недоступных нам излучений. Рано или поздно, при обоюдном желании, мы сумеем друг друга понять. Труднее будет, если перед нами окажется нечто невообразимое. Форма жизни, отличная от людей по химическому составу. На Земле основой любых биологических молекул является углерод. Из него состоят все живые организмы, от бактерий до человека, и мы думаем, что так везде. В действительности жизнь способна развиваться на основе какого угодно элемента, например, бора или серы. Но самый возможный вариант – кремний, которого много в космосе. Скажем, мы можем встретиться с какими-то разумными кристаллами или камнями на основе кремния. Как вступить в контакт с подобными созданиями, невозможно даже предположить. Хотя со временем ученые наверняка справятся и с этой задачей. Спешить им пока что некуда. На сегодняшний день во Вселенной нам не удалось обнаружить ни одной даже простейшей формы жизни, не говоря уже о разумных существах. Но исследователи все дальше продвигаются в поиске признаков обитаемости планет. И давайте закончим наше космическое путешествие на позитиве, рассмотрев их последние достижения. Начнем с тех объектов, к которым лететь ближе. Какой из них называют одним из самых перспективных кандидатов на вторую Землю? Конечно, Марс. Илон Маск уже объявил о проекте колонизации Красной планеты. И, возможно, там нас ждут соседи, хотя микроскопические и практически невидимые. Недавно марсоход сделал шокирующее открытие.
Возле древних источников воды ему удалось отыскать органические молекулы. Это не первый случай, когда марсоходам попадалась органика на Красной планете. Например, в 2013 году марсоход обнаружил окаменелости, схожие с теми, что формируют земные микробы на мелководьях озер и рек. Однако находка важна тем, что сделана в месте древнего слияния реки и озера, особенно благоприятном для жизни. Местность расположена в кратере Джезеро шириной 45 километров. Дельта образовалась около 3,5 миллиардов лет назад, и все это время в ней откладывались песок, грязь, соли. На Земле в таких осадочных породах чаще всего находят окаменелости древних существ. Молекулы из кратера Джезеро просканировал прибор марсохода «Шерлок», специально предназначенный для идентификации органических и химических веществ. Среди прочих элементов он выявил атомы водорода, связанные с атомами углерода. Мы уже упоминали, что углерод имеет решающее значение для жизни, какой мы ее понимаем, и может указывать на биологическую активность. К тому же некоторые молекулы были кольцеобразными, а мы знаем, что такую структуру на Земле имеют необходимые для жизни аминокислоты. Важно и то, что в породе кратера Джезеро органические молекулы переплетаются с сульфатами. На Земле отложения сульфатов сохраняют органику и часто содержат признаки жизни. Правда, молекулы в кратере могли образоваться и естественным путем. Точнее, определить их происхождение ученые смогут лишь после доставки образцов на Землю, которую НАСА планирует в ходе следующих миссий. Но кроме Марса в Солнечной системе есть еще один объект, который считается перспективным для поддержания жизни. И это совсем не планета, а один из спутников Сатурна – Энцелад. Не исключено, что на далекой Луне нас тоже ожидают соседи, подобные марсианским. По крайней мере, количество факторов, указывающих на это, в последнее время увеличилось. Давайте совершим виртуальный полет на спутник и узнаем, что это за существа. Мы точно не найдем на Энцеладе гуманоидов, львов, тигров или бегемотов. Вряд ли там есть и какие-то более мелкие обитатели. А вот микроскопические создания, возможно, давно хозяйничают на этой Луне. По мнению ученых, вероятность обнаружить их на Энцеладе гораздо больше, чем в каком-либо другом месте Солнечной системы. О том, что под корой Энцелады находится океан жидкой воды, известно уже много лет. Эти сведения астрономы получили благодаря космическому аппарату Кассини, несколько раз близко подлетевшему к Луне. И еще в выбросах со спутника, которые идут изнутри, не раз находили различные органические молекулы. А недавно ученые обнаружили в океане фосфор, который тоже является важным для существования жизни. И вот теперь новое открытие, которое сделано на основе данных Кассини. Сам аппарат еще в 2017 году упал на Сатурн, однако за годы работы он собрал столько данных, что ученые до сих пор делают открытия на основе их анализа. Ранее исследователи откопали в этих архивах сведения о метане, который вполне может быть результатом биохимических реакций на Энцеладе. Однако его синтез нельзя сравнить с процессами окисления в живых клетках. Теперь международная команда астрономов выявила на спутнике Сатурна новую молекулу, которая является очень важной для жизни. Речь идет о синильной кислоте. Но при чем здесь страшный яд, который смертельно опасен для людей? Дело в том, что он играет чрезвычайно важную роль в биологических процессах на Земле. Молекула синильной кислоты состоит из атомов водорода, азота и углерода. Также ученые провели самый детальный на сегодня обзор веществ, содержащихся в океане Энцелада. Они пришли к выводу, что земная жизнь могла бы там существовать. В океане Луны Сатурна есть все, что для этого необходимо. Исследователи даже смоделировали возможное развитие в условиях Энцелада архей, земных микроорганизмов. Они существуют на нашей планете уже 3 миллиарда лет и освоили самые разнообразные среды. Моделирование показало, что земные клетки способны выжить в океане спутника Сатурна. При этом не исключено, что жизнь на Энцеладе породила свои, более приспособленные к местным условиям формы. Можно сделать еще много потрясающих предположений по поводу таинственного подземного океана Энцелада.
Но мы лучше посмотрим, что в последнее время ученые обнаружили за пределами Солнечной системы. Далеко в космосе нас ждет нечто совершенно неожиданное. Место, где вроде бы никак не должно быть живых существ, но обнаружены их признаки. Это не планета, не спутник и даже не астероид, а просто сгусток газов, приправленный пылью. Молекулярное облако Персея. В 850 световых лет от Земли. Оно представляет собой очень яркую и самую близкую к нам область активного звездообразования. Облако Персея очень молодое, возрастом не более 2-3 миллионов лет. Несмотря на это, в нем уже начали образовываться первые звезды и протопланетные диски. Немногим ранее ученые уже нашли в облаке Персея фуллерены. Это крупные неорганические молекулы, которые представляют собой особую форму углерода. А теперь международная команда астрономов выявила в облаке Персея огромное количество органических молекул. Они входят в состав живых клеток, и из них строятся рибонуклеиновые кислоты и белки. Ученые уже находили такие молекулы жизни в газопылевых облаках и в составе метеоритов. Кроме того, известно, что их синтез возможен в космосе. Вероятность попадания этих веществ на новорожденные планеты очень интересует исследователей, поскольку может прояснить феномен зарождения сложных форм жизни в нашем мире. Геологические исследования указывают, что появление первых живых существ на Земле было стремительным, и доклеточная эволюция продолжалась не очень долго. Возможно, причина в том, что на нашу планету из космоса выпал дождь из уже готовых кирпичиков жизни. Но найдем ли мы здания из таких кирпичиков где-то на других планетах? Познакомимся ли, наконец, с кем-то из себе подобных в других мирах? Пока, как мы видим, до этого далеко. Однако большинство людей продолжает верить в скорую встречу с инопланетянами. Во Вселенной случается немало чудес, о которых мы просто еще не знаем. Так почему бы однажды не произойти и этому? Жители города Лексингтон в штате Кентукки решили первыми поймать удачу, отправив официальное приглашение инопланетянам. Инициаторы этого неординарного события сообщают, что прошлой осенью послали инфракрасный лазерный сигнал к звездной системе Тропист-1 в 40 световых годах от Земли. Если там есть развитая цивилизация, она получит сообщение в 2063 году. Послание содержит растровое изображение простых чисел, элементов, а также рисунки людей, лошадей, городские пейзажи и многое другое. Акция, понятно, была не столько научная, сколько туристическая. Сигнал, который послали из Лексингтона, обладает малой мощностью и вряд ли дойдет до Тропист-1. Да и астрономам точно неизвестно, существует ли там жизнь. Еще меньше шансов того, что она разумная. Но если инопланетяне там есть, им не устоять. В своем послании жители Лексингтона пообещали гостям щедрое угощение знаменитым местным бурбоном и разными яствами. Для гурманов это большой соблазн преодолеть все препятствия и добраться до Земли. Представьте, что вы набираете номер телефона, мгновение ждете и вас соединяют с самым отдаленным уголком нашей галактики. Так будет, если оправдается потрясающая идея ученых Эдинбургского университета. Исследователи предлагают использовать для передачи сообщений квантовые свойства света. При этом точки и тире двоичного кода будут обозначаться квантовым состоянием фотонов, а не амплитудой или частотой. Когда люди смогут выйти в эфир, они надеются наладить связь с братьями по разуму. По мнению ученых из Ноттингемского университета, около 30 инопланетных цивилизаций активно общаются между собой. Мы, космические путешественники, конечно, с удовольствием присоединились бы к этой теплой галактической компании. Летали бы запросто в гости к новым друзьям. Однако до сих пор ни одна цивилизация не попыталась вступить с нами в контакт. Вселенная хранит молчание. И может не потому, что она пуста. Ученые высказали ошеломляющее предположение о том, что мы находимся внутри специально огороженного пространства, как в зоопарке.
Кто и зачем, по мнению авторов гипотезы, закрыл нам путь в свободный космос? Нас спасают от неких агрессоров или просто не хотят видеть на чьем-то празднике жизни? Как космическим путешественникам вырваться на волю, чтобы летать по всей Вселенной и заводить удивительных друзей? История поисков. Люди издавна мечтали встретиться с инопланетянами или послать им весть о себе. В 1819 году астроном Джозеф Литроу решил выкопать в Сахаре гигантские траншеи шириной в несколько сотен ярдов. Он задумал залить ямы водой, а поверх нее – керосином, достаточным для горения в течение 6 часов. Этим способом ученый хотел каждую ночь отправлять в небо огненный сигнал. Буквально через год немецкий физик и математик Карл Фридрих Гаусс загорелся идеей передать в космос знаменитую теорему Пифагора. Для этого он предложил соорудить гигантский треугольник и 3 квадрата в сибирской тундре. Очертания фигур ученый планировал сделать из полос соснового леса шириной в 16 километров, а внутренние части засеять рожью или пшеницей. Оба этих странных плана не были осуществлены. Между тем, поиск инопланетных цивилизаций продолжает привлекать ученых. В НАСА убеждены, что в каких-то из 500 миллиардов ее галактик обязательно возникла разумная жизнь, и она, скорее всего, отправляет о себе вести в космос. Такие сигналы пытаются найти участники проекта «Поиск внеземного разума» или «Сети». Эта научная программа появилась в НАСА в 1992 году, а уже буквально через год ее финансирование было прекращено. Тогда сотрудники космического агентства создали некоммерческий институт «Сети». В организации ищут послания от инопланетян по всему космосу среди неисчислимого количества шума горячего газа, квазаров, пульсаров. Астрофизики охотятся за сигналами, не похожими на другие, или регулярно поступающими с одного места. Это, по словам исследователей, сходно с поиском любимой станции на шкале радиоприемника. Вы крутите ручки, пока среди шипения и треска эфира не появится речь или музыка. Сигналы из космоса тоже должны отличаться от радиошумов пространства. Крупнейшим охотником за ними считается массив радиотелескопов Аллена в Северной Калифорнии. Сейчас он состоит из 42 антенн, но со временем их число надеются довести до 350. Тогда всего за несколько месяцев работы ученые сумеют проанализировать такой же отрезок Вселенной, как смогли бы охватить в сети за 45 лет. Специалисты также пытаются расшифровать странные сигналы, которые уже найдены. Самый известный получен в 1977 году из созвездия Стрельца радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо. Профессор Джерри Эхман во время дежурства был очень удивлен загадочной компьютерной транскрипцией одного из радиосигналов. Он длился 72 секунды и был в 30 раз интенсивнее обычных. Это поразило ученого, и он воскликнул «Вау!», а затем так назвали сигнал. Самые мощные компьютеры снова и снова обрабатывают данные в поисках ключа к «Вау». Однако до сих пор это не удалось. То же самое с таинственным радиосигналом из Проксима Центавра в 2019 году. Звезда очень интересна астрономам тем, что в ее системе обнаружена похожая на Землю экзопланета. Тем временем мы тоже отправляем сообщение о нашей цивилизации братьям по разуму. Самое подробное послание уже вынесли за пределы Солнечной системы космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2. Каждый из них снабжен золотой пластинкой. На них записаны приветствия на 55 языках, музыка со всего мира, математические формулы, сведения об эволюции на Земле и нашей культуре. Информация тщательно отобрана НАСА совместно с астрономом и писателем Карлом Саганом. Но все попытки пока ни к чему не привели. Еще в 1950 году физик Энрико Ферми обозначил этот парадокс. Разговор о молчании инопланетян зашел во время обеда ученого с коллегами в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где он работал 5 годами ранее в Манхэттенском проекте.
Тогда мир захлестнула очередная волна слухов о замеченных в небе неопознанных летающих объектах. Если это действительно НЛО, то, по мнению Ферми, они должны вступить с нами в контакт. Какой смысл преодолевать огромное расстояние и просто так летать по небу? С течением времени все больше удивляет, что пришельцы до сих пор не нанесли нам визит. На сегодняшний день подсчитано, что поперечник Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет. Допустим, в нем существует не 30, как мы говорили ранее, а всего одна цивилизация. И она способна передвигаться со скоростью даже в 1000 раз медленнее света. Все равно, по расчетам ученых, за 100 миллионов лет она распространилась бы по всей галактике. Но мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни. Ни зондов, ни космических кораблей, ни радиопередач. В то же время сообщения о пришельцах и летающих тарелках постоянно взрывают соцсети. Вот одно из самых свежих свидетельств очевидцев. Стюардесса заявила, что заметила в небе ярко-розовые летающие объекты при полете над Европой. 4 причудливых шара на огромной скорости промчались мимо самолета. Однако стюардесса успела снять все на видео, и странные шары хорошо видны в темном ночном небе. Многие пользователи соцсетей уверены, что это летательные аппараты инопланетян. А в Бразилии, как утверждается, представители чужих миров побывали лично. Видео, ставшее вирусным в соцсетях, снял один из путешественников в регионе Илья Думел. На нем видны 2 неестественно высокие фигуры, идущие по пересеченной холмистой местности. Причем передвигаются они с аномально высокой скоростью. Однако экспертных подтверждений чего-то внеземного на этих снимках нет. А мы знаем, что природные явления способны вызвать очень странные эффекты. Тем временем энтузиасты НЛО регулярно находят следы инопланетян даже на официальных изображениях НАСА. Этот снимок марсохода «Настойчивость», по их мнению, запечатлел инопланетянина на каменистой поверхности Красной планеты. Но эксперты пояснили, что это просто скальное образование, имеющее сходство с каким-то странным существом. Энтузиасты нашли другие фото, якобы свидетельствующие об НЛО на Красной планете. На снимке марсохода «Любопытство» они рассмотрели нечто похожее на удивительный летающий объект. Причем он появляется только на 3-м из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не просто отражение пылинки на объективе камеры. Похоже, в небе на самом деле находится что-то непонятное. Охотники за инопланетянами сразу же предположили, что это корабль внеземных цивилизаций. Зеленые человечки, разумные слизни или кто-то другой, по их мнению, постоянно следит за нашими передвижениями по космосу. И вот, наконец-то, марсоходу удалось засечь их летательный аппарат. Но никаких доказательств, кроме странных точек в небе, этому пока нет. А поклонники инопланетян находят новые свидетельства о пришельцах вновь и вновь. Специалисты объясняют подобные заявления психологическим эффектом под названием парейдолия. Люди воспринимают расплывчатые объекты как знакомые и значимые. Это связано с когнитивной предвзятостью мозга, который распознает знакомые закономерности в нечетких изображениях, особенно при идентификации лиц. В то же время растет число свидетельств об НЛО от военных, особенно летчиков, а они считаются психологически устойчивыми к различным стрессам и непонятным событиям. Тем не менее, самолеты и корабли США все чаще видят неопознанные объекты и снимают их на камеру. Информацию о чужаках в нашем небе уже 2 раза рассматривали и в Конгрессе США. По итогам обоих заседаний конгрессмены решили, что нет оснований признать инопланетное происхождение представленных свидетельств об НЛО. Правда, отмахиваться от них и объяснять все природными явлениями или галлюцинациями тоже не стали. А если НЛО уже не отрицают в Пентагоне и Конгрессе, это может быть серьезно. Но способны ли какие-то виды запросто передвигаться по Вселенной и кружить у нас над головами? Какими бы бесшумными и легкими ни казались нам их аппараты, такие полеты все равно требуют огромное количество энергии. В 1963 году
Советский ученый Николай Кардашов выдвинул на этот счет теорию, которая делит все сообщества на 3 типа. Гипотеза основана на том, что любой цивилизации, вне зависимости от вида ее представителей, их внешности, способов питания и быта, нужна энергия. По мере того, как цивилизация растет и развивается, ее потребность в энергии быстро увеличивается. Это связано с повышением численности населения, уровня жизни и энергетического потребления технологий. Нулевая цивилизация использует для получения энергии все природные ресурсы своей планеты. Ее представители не могут летать в космос, либо применяют ракеты на химическом топливе. Вам это ничего не напоминает? Да, на данной стадии находимся мы с вами. Цивилизация первого типа производит минимум 10 в 16 степени ватт энергии в секунду, а мы, согласно расчетам экспертов, в настоящее время потребляем 10 в 12 степени ватт энергии в секунду. Так что пока человечество прошло лишь 0,73 отрезка пути к цивилизации первого типа. Однако на преодоление оставшегося промежутка времени нужно будет меньше, ведь использование энергии нами быстро растет. Американский физик Митио Каку утверждает, что при нынешних темпах люди достигнут уровня цивилизации первого типа через 100-200 лет. Чтобы пересечь черту, возможно, нам еще предстоит пройти великую фильтрацию. Подобную теорию в 1998 году выдвинул американский ученый Робин Хансон. Он предположил, что мы не можем обнаружить инопланетян, поскольку неизвестные науке факторы препятствуют эволюции форм жизни до уровня межгалактической расы. Эти преграды он назвал «великой фильтрацией». Чтобы их преодолеть, мы должны быть бдительными сами к себе. Надо не уничтожить свой вид путем разрушительных войн, пагубного воздействия на экологию, истощения природных ресурсов. И тогда получим большой приз. Цивилизацию первого типа, которую называют планетарной. На этом этапе сообщества способны установить контроль над всеми энергетическими ресурсами, доступными на планете. Прежде всего, они могут полностью использовать излучение своей звезды. Эта энергия является мощным источником развития жизни для большинства обитаемых планет. Например, Земля каждую секунду получает от Солнца энергию, эквивалентную сотням атомных бомб, и поглощает около 71%. Это примерно 140 Вт на квадратный сантиметр. Можно покрыть поверхность Земли 140-ваттными лампочками и осветить планету как на Рождество. Но особые возможности откроет ядерный синтез. Подобный процесс происходит на звездах и дает безопасную, почти неограниченную энергию. Создав двигатели на термоядерном топливе, можно отправить пилотируемые космические аппараты на любую планету своей звездной системы. Впрочем, возможности следующего уровня развития неизмеримо круче. Цивилизация второго типа или звездная потребляет 10 в 26 степени ватт в секунду. Она способна черпать энергию прямо от своего светила. Есть немало предположений, как такое можно сделать. Самой популярной из них является гипотетическая огромная сфера, которую разработал физик Фриман Дайсон. Эта мегаструктура площадью в 600 миллионов раз больше Земли способна захватить всю энергию звезды и передать на свою планету. Или вместо сложной сферы Дайсона светило можно окружить просто кольцами, либо роем спутников и звездных жилых комплексов. На данном этапе космические корабли цивилизации летают на антигравитационных двигателях. Это позволяет колонизировать всю свою звездную систему. Цивилизацию третьего типа называют галактической. Источники энергии здесь остаются прежними. Только сообщество уже использует все звезды в галактике, а не только в своей системе.
И еще может собирать фотоны из аккреционных дисков черных дыр. Получая 10 в 36 степени киловатт энергии в секунду, такие виды существ моментально передвигаются по своей галактике с помощью червоточин. Это, как считает Кардашов, является пределом развития любой цивилизации. А мы можем сделать вывод, что развитые космические сообщества способны спокойно добраться до Земли, однако не делают этого. Или все же они присутствуют в нашем небе, только наблюдают за всем втихую? Если бы пришельцы не прятались, все могло быть гораздо интереснее. Торжественная встреча, обмен дружескими жестами и подарками, а потом сотрудничество в сфере науки, технологий, освоения Вселенной. Кто из космических путешественников отказался бы отправиться с новыми друзьями в совместный полет? Но логика инопланетян может оказаться совсем иной. На этот счет ученые уже выдвинули немало удивительных версий. Зоопарк. Одной из них легко найти аналог на Земле. Куда все мы очень любили ходить в детстве, а став взрослыми, обязательно водим своих детей. В зоопарк. Там полно милых зверюшек. Даже львы, тигры или другие грозные хищники кажутся достаточно безобидными, поскольку заперты в клетках. Мы можем спокойно наблюдать через решетку за повадками животных, любуясь их грациозными и ловкими движениями, играми, конфликтами, питанием и отдыхом. Зачастую кто-то из волков, пантер, зебр или косуль останавливается и смотрит на нас. Подходит почти вплотную, чтобы попросить пищу. Они не боятся людей. Значит, живется им неплохо. И все же обитатели зоопарков не свободны, а ограничены в передвижениях клеткой или вольером. В лучшем случае они находятся в заповедниках, территория которых тоже ограждена. Понимают ли животные, что они в неволе? Возможно, и нет, особенно если живут в огромном природном парке, как мы с вами. В 1973 году подобную гипотезу выдвинул астрофизик из Гарварда Джон Болл. Он считает это единственным объяснением отсутствия контактов между ними и нами. Зоопарк для человечества включает не только Землю, но и близлежащий космос. Это такое гигантское пространство, что мы не замечаем границ. Построить подобное заграждение вполне по силам цивилизации третьего типа, освоившей всю галактику. По мнению Джона Болла, во Вселенной очень много подобных сообществ, и все они не хотят с нами общаться. Но почему? Вряд ли из-за высокомерия или недобрых намерений, скорее наоборот. Эти высокоразвитые существа, наверное, оградили нас из опасения, что люди каким-то образом нанесут им вред. Например, нарушим тонкую настройку особой галактической связи, над которой инопланетяне трудились миллионы лет. Еще сильнее их наверняка пугает то, что в нашем распоряжении находится очень разрушительное атомное, вакуумное, лазерное и иное оружие. В то же время не существует никаких моральных запретов на его применение. Впрочем, братья по разуму могли поместить нас в зоопарк не для своего, а для нашего блага. Хотя бы из опасения, что некая агрессивная раса вмешается в жизнь людей и натворит зла. Примерно как жители Европы, которые уничтожили цивилизацию индейцев при освоении Америки. Хотя, если незнакомцы желают нам блага, не лучше ли поделиться своими знаниями и опытом? Тогда прогресс на Земле мог рвануть вперед просто на космической скорости. Скорее всего, высокоразвитые виды считают, что на нынешнем этапе развития это принесет нам только вред. Мы не поймем их науку, однако какие-то силы на Земле способны обернуть во зло даже малую толику новых знаний. Например, создать еще более страшное оружие и попытаться с помощью него захватить власть. Причем не только над Землей. Это вполне в нашем стиле. Вечная борьба за территории, энергию, ресурсы. А тем развитым видам, которые оградили нас от опасной внешней среды, ничего этого не нужно. Они, как считает Джон Болл, находятся в так называемом устойчивом состоянии. На данном этапе исключены агрессивная экспансия и колонизация космоса. Продвинутые сообщества, например, могут жить в неких ковчегах и свободно перемещаться в любую точку Вселенной. А энергию по пути
черпать от огромных голубых звезд, так что системы красных и желтых карликов, как Солнце, для них бесполезны. Гораздо более интересным старожилы могут посчитать наблюдение за эволюцией других форм жизни, причем в первозданном виде, без вмешательства извне. С нами в этом случае все обстоит особенно удачно. Солнечная система находится в тихом, относительно безопасном рукаве Ориона Млечного Пути, а условия на Земле благоприятны для развития жизни. Возможно, инопланетные расы видели, как эта жизнь зарождается на планете и от простейших организмов поднимается до уровня человека. Затем они с любопытством наблюдали, как люди развиваются от первобытных охотников и рыболовов до современных инженеров и физиков. Нам тоже, конечно, хотелось бы увидеть смотрителей своего зоопарка, но гипотеза предполагает, что мы никогда их не найдем. Они не хотят этого, и у них есть технологические возможности поддерживать свое инкогнито. Чтобы надежнее оградить себя от человечества, высоко развитые цивилизации даже способны создать для нас грандиозную виртуальную реальность. Например, развернуть мнимый планетарий, который не отличить от настоящего. Это современный сценарий гипотезы зоопарка, который в 2001 году создал математик, писатель-фантаст Стивен Бакстер. Автор предположил, что мы видим не реальную Вселенную, а ее симуляцию. Другими словами, когда мы смотрим в ночное небо, то перед нашими глазами предстает гигантский планетарий виртуальной реальности. Ее создали инопланетяне, чтобы держать нас в иллюзии пустой Вселенной. По мнению создателей планетария, это предотвратит преждевременное развитие человечества. Оно нежелательно хотя бы потому, что наше вооружение, как мы говорили, уже сейчас превосходит моральные принципы. Чтобы сдержать экспансию такого опасного вида в космос, нас связали многими ограничениями. Например, мы не можем преодолеть скорость света. Цивилизация третьего типа, по некоторым оценкам, вполне может потратить энергию, растянув виртуальный планетарий на 100 световых лет. Однако поддерживать его в течение миллиардов лет намного сложнее. Хотя не исключено, что столь развитое сообщество могло найти совершенно неожиданный выход из этой ситуации. Почему бы не интерпретировать в подобном ключе один знаменитый физический эксперимент? Если через щели в медной пластине автоматически обстрелять светочувствительный экран электронами, они ведут себя как волны, а при появлении наблюдателя – как частицы. Что если подобный эффект связан с симуляцией планетария? Его создатели экономят свои ресурсы, отображая определенные вещи, только если на них смотрят. Согласитесь, крутое решение. Откроют ли когда-нибудь создатели планетария нам секрет своей технологии? Скорее всего, для этого мы должны достичь более высокого уровня развития. Какого именно, остается только гадать. Так, в фантастическом сериале «Звездный путь» в галактическое сообщество принимают только цивилизации, которые изобрели варп-двигатель. Однако не все ученые с этой гипотезой согласны. Оппоненты говорят, что построить невероятно огромные космические зоопарки или планетарии на квантовом уровне практически невозможно. Это может оказаться не по силам даже цивилизации третьего типа. Причем все виды галактического сообщества, скорее всего, не смогут миллиарды лет соблюдать режим тишины в отношении Земли. Они вряд ли сумеют создать единый клуб Млечного Пути с общей повесткой дня и протоколами. Более вероятно возникновение среди них клик, которые будут иметь разные цели. И без крепкого единства невозможно скрываться от людей миллиарды лет. И это, согласитесь, только радует. Кому понравится находиться в зоопарке или наблюдать вместо космоса фикцию? Пусть даже с комфортом и в безопасности. Мы считаем себя весьма продвинутым обществом и гордимся своими достижениями. Люди осваивают квантовую механику, все дальше проникает в космос. Например, зонд Voyager 1 сейчас находится за пределами Солнечной системы, на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли.
В целом процесс просто мчится вперед, и в настоящее время идет разработка 1 350 000 технических стартапов. А к 2045 году, по прогнозам экспертов, те или иные научные открытия вообще будут происходить каждую секунду. Мы надеемся, что скоро станем суперпродвинутым миром, начнем осваивать другие планеты. И вдруг узнаем, что заперты в гигантской клетке, а тем временем на свободе кипит удивительная инопланетная жизнь. Окажись это правдой, всем нашим амбициям пришел бы конец, и желание развиваться дальше у человеческой цивилизации во многом было бы отбито. Однако полностью отвергать теории зоопарка и планетария, к сожалению, рано. Все может окончательно проясниться только после непосредственного контакта с инопланетянами, которые подтвердят или опровергнут наши предположения. Пока же этого не произошло, и тревога остается. Есть сведения, что 2 миллиардеров из Кремниевой долины даже решили действовать превентивно. Они тайно привлекли ученых к работе над тем, чтобы вырвать нас из виртуальной реальности, если мы ею окружены. Но, может, ничего делать не придется. По крайней мере, если правы авторы другой удивительной гипотезы – первенца. Она сходна с версией зоопарка, только перевернутой с ног на голову. Эта лестная для нас гипотеза отвергает мысль, что человечество заперто в зверинце у высокоразвитых инопланетян. Наоборот, в галактике мы на вершине эволюции, и даже, возможно, скоро будем создавать заповедники для менее продвинутых видов. В основе этой гипотезы лежит идея, что мы живем в особое время. Возраст мироздания после Большого взрыва оценивается в 13,8 миллиардов лет. Первые галактики образовались 13 миллиардов лет назад, а вскоре после этого начали формироваться планеты. Солнечная система среди этих структур далеко не долгожитель, ведь существует лишь 4,6 миллиарда лет. В связи с этим логично предположить, что многие формы жизни гораздо старше человечества. Они успели подняться на более высокую ступень развития. На самом деле это не так. Если верить гипотезе первенца, именно мы живем в том космологическом окне, где возможно возникновение жизни. Условия в юной Вселенной для этого были слишком суровы. К примеру, вполне могло быть, что раньше взрывы сверхновых, гамма-всплески происходили гораздо чаще. Их мощные потоки излучения стерилизовали все небесные тела на расстоянии в 1000 световых лет вокруг. А когда число подобных катастроф уменьшилось, жизнь получила возможность развиваться. Астрофизик Брэндон Картер предположил, что из-за благоприятных условий человечество создало первую или одну из первых цивилизаций в галактике. Она показала, как один вид, способный использовать орудия и путешествовать, завоевал все территории на планете. Его распространение произошло быстрее, чем естественная эволюция живых существ. В будущем именно человечество заселит весь Млечный Путь. Мы, космические путешественники, будем этому особенно рады. Невероятные галактические приключения – то, что нам надо. Если верить авторам идеи, по сути, мы встретим другие формы жизни, стоящие на пути к технологическому развитию. Нам, вероятно, придется окружить эти сообщества некими карантинными зонами для их безопасности, или мы создадим для них своеобразные космические заповедники, зоопарки, планетарии. Люди возьмут на себя ответственность за то, чтобы космическая катастрофа или какие-то агрессоры не уничтожили перспективный вид существ. Однако критики приводят доводы против этой версии. Картина будет верна только в случае, если для развития всем цивилизациям нужны одинаковые условия, а эволюция инопланетян должна происходить по одному сценарию с человеческой. Подобное, как считает большинство ученых, практически невозможно. Также пока нет убедительных доказательств того, что взрывы сверхновых и гамма-всплески сейчас происходят реже. Потому не факт, что человечество живет в наиболее благоприятную эпоху. С инопланетянами же мы не сталкиваемся совсем по другой причине. Наверное, наиболее для нас понятной. Виноваты страх, агрессия ради ресурсов, безжалостная охота на другие виды живых существ.
Согласно теории темного леса, инопланетяне ни с кем не вступают в контакт в целях собственной безопасности. Гипотеза основана на научно-фантастическом романе знаменитого китайского писателя Лю Цисиня «Темный лес». Суть в том, что сообщество живых существ во Вселенной не склонны рисковать. Они понимают, что наше мироздание — это огромное пространство, которое могут населять не только друзья, но и враги. Вселенная — темный лес, а каждая цивилизация — это вооруженный охотник. Он, как призрак, блуждает между деревьями, тихо отодвигает ветки на своем пути, пытаясь передвигаться бесшумно. Даже дышать ему приходится осторожно, ведь лес полон потенциальных врагов. Если такой охотник встретит другого, то может сделать лишь одно — нанести удар. Но и это не гарантирует победу. Учитывая расстояние между звездами, бесполезно посылать военные корабли для нападения на другой вид. К тому времени, когда флот прибудет к цели, у противника будут столетия для прогресса. Он выйдет на новый технологический уровень и сможет отбить атаку. Так что поиск братьев по разуму в любом случае опасен. Даже простой выход в космический эфир может стать ориентиром для какого-то воинственного соседа. Именно это объясняет радиотишину, которую человечество воспринимает за отсутствие внеземной жизни. На самом деле все действия в космосе инопланетяне предпочитают проводить скрытно, не светясь. Если допустить, что теория верна и нас действительно окружает грозный галактический лес, то мы в нем худшие охотники. Сами рвемся в капкан. Человечество уже почти век транслирует в глубины космоса свои координаты. Есть вероятность, что внеземные цивилизации приняли эти послания, но не захотели отвечать. Для них гораздо безопаснее дальше играть в молчанку. А мы в своем желании найти братьев по разуму открываем прямой путь на нашу планету возможным агрессорам. Но интересна ли для чужаков подобная экспансия? Какой смысл им тратить силы и ресурсы на уничтожение Земли? Возможно, они нападут не ради каких-то материальных благ, а просто в качестве превентивной защиты или во избежание конкуренции в будущем. Эту точку зрения поддерживал знаменитый английский астрофизик Стивен Хокинг. Он утверждал, что внеземные существа могут оказаться совсем недружелюбными, а значит, их не стоит искать. Известный американский ученый Китио Каку также придерживается мнения, что риск контактов с инопланетянами пока слишком высок. Астроном Джо Герц вовсе призывает пресечь все подобные попытки, а того, кто попытается обойти запрет, привлечь к уголовной ответственности на национальном и международном уровнях. Однако принимать радикальные решения пока еще рано. Существует и не столь мрачный взгляд на теорию темного леса. Развитым цивилизациям может быть просто неинтересно тратить энергию на общение с нами. И вообще у гипотезы темного леса много противников. Им, например, непонятно, что до сих пор мешало расправиться с более слабыми соседями-агрессором, которые способны передвигаться между звездами. Почему они предпочитают прятаться в темном лесу? И чем вообще могут заниматься сверхразвитые цивилизации, навечно запершись каждая в своем уголке пространства? А почему бы им просто не превратить свою жизнь в большой праздник? Они способны проводить его с космическим размахом в течение миллиардов лет. Так считают ученые из Института будущего человечества Великобритании. Однако это не значит, что неизвестные существа устраивают в космосе шумные вечеринки с яркими фейерверками. Просто условия во Вселенной сейчас неблагоприятны для их развития, потому инопланетяне просто отдыхают в ожидании лучших времен. По сути, они вошли в длительное состояние оцепенения, как делают некоторые земные организмы в особенно жаркий, холодный или засушливый период. Но чем их могут не устраивать нынешние условия Вселенной? Мы знаем, что на заре своего существования мироздание походило на горячий суп из материи и газа. Когда пространство начало остывать, по теории праздника возникли древние цивилизации. Они развивались до сообщества второго-третьего типа по шкале Николая Кардашова и тут столкнулись с проблемой.
Согласно последним исследованиям, стоимость определенного объема вычислений и расчетов пропорциональна температуре, которую они создают. При достижении высокого уровня развития у инопланетян этот показатель стал зашкаливать. Поразмыслив, они нашли выход. Чтобы избежать лишних трат, продвинутые сообщества решили дождаться более прохладных условий в состоянии, сходном с анабиозом. Древние цивилизации просчитали, что могут спокойно отдохнуть в течение нескольких миллиардов лет. За это время новые сообщества вряд ли превысят наш технологический уровень. Земле исполнилось примерно 4,5 миллиарда лет. Именно столько понадобилось, чтобы на планете сложились нужные условия, появились низшие формы жизни, а затем люди. И чтобы мы достигли современной ступени развития, тоже потребовались тысячелетия. А может, причина другая? За миллиарды лет инопланетяне исчерпали возможности своей эволюции. Они хотят как бы перенестись в будущее, чтобы получить новый импульс. Его могут дать сообщества, которые сумели развиться самостоятельно, без влияния извне. Тогда древние, закончив праздник, поделятся своей мудростью с молодыми и почерпнут у них смелость, задор, новый взгляд на мироздание. Ну а пока спящие для нас практически невидимы. Они не путешествуют между звездами и галактиками, не разрушают планеты для создания мегаструктур, а потому почти не потребляют энергию, которую, скорее всего, черпают из звезд или черных дыр. Это значит, что мы никогда не попадем на их невероятный космический праздник, если только не проявим инициативу и не разыщем их сами. Возможно, тогда старожилы примут нас как желанных гостей. Но куда космическим путешественникам лететь на такую встречу? У авторов гипотезы уже есть по этому поводу несколько идей. Они говорят, что перед отдыхом высокоразвитые существа наверняка приняли определенные меры безопасности. Никакие космические катаклизмы не должны нарушить их покой. Так что нам стоит поискать галактики, которые как бы лавируют в пространстве, умело избегая столкновений с соседками. Еще нужно обратить внимание на регионы, где нет гигантских голубых или белых звезд. Обычно такие светила живут очень мало, лишь 10-20 миллионов лет, а затем взрываются сверхновыми. Это потревожило бы инопланетян, потому они будут избегать подобных звезд. Есть еще много удивительных гипотез по поводу молчания братьев по разуму. Одна из них предполагает, что все цивилизации существуют слишком короткое время в масштабах Вселенной. Они просто не успевают освоить далекий космос, обнаружить инопланетян и войти с ними в контакт. Или древние сообщества в связи с расширением пространства оказались слишком далеко от нас. Даже на их уровне развития невозможно долететь до Земли или даже отправить нам свое послание. Все эти гипотезы объединяет одно – их нельзя проверить. По крайней мере до тех пор, пока какая-нибудь цивилизация не вступит с нами в контакт. Тогда мы наверняка можем многое для себя прояснить. Если, конечно, поймем друг друга, и это окажется следующей проблемой, которую будет трудно преодолеть. Допустим, что наше послание получит высоко развитая цивилизация. Она, скорее всего, сумеет расшифровать земные языки. А вот чтобы их воспринять, инопланетяне должны быть во многом идентичны с нами. Возьмем простую фразу «Бабушка умерла. Похороны днем в среду». Перевод с одного земного языка на другой возможен только потому, что биологически и культурно все мы на Земле имеем одни ориентиры. Если же инопланетяне, к примеру, размножаются делением, то у них нет бабушек. Они не умирают и никого не хоронят. И, может, их планета постоянно повернута к звезде одной и той же стороной. Тогда они не сталкивались с темным и светлым периодом суток. Обращения к ним на всех языках Земли могут оказаться бесполезны. Но картинки, фото, видео, согласитесь, по ним легче что-то понять, чем из текста.
Однако разница восприятия останется и здесь. Улыбки инопланетяне вполне способны принять за проявление агрессии, а стрелки, которые у нас обычно обозначают направление, на оружие. Или вот предупреждение об опасности ядерного хранилища в Нью-Мексико. Оно разработано для наших потомков, потому что могильник останется радиоактивным в течение 10 тысяч лет. Серия картинок демонстрирует, как мужчина стоит возле разрытого хранилища, а после оказывается мертвым. Однако инопланетяне могут просмотреть все не слева направо, а справа налево, и увидят, как нечто в Земле оживляет мертвого человека. А что если использовать для контакта математические формулы, геометрические фигуры? Ученые считают, что с этим все тоже неоднозначно. Инопланетяне могут не воспринять наши обозначения, а мы их. Представим самое простое. Нам прислали шестиугольник. В нем легко увидеть химическую молекулу, пчелиные соты или здание. Эксперты говорят, что этой геометрической информации соответствует бесконечное количество объектов. Немыслимо выйти за пределы математических абстракций в мир конкретики без использования языка. Да и в целом математика внеземных цивилизаций способна сильно отличаться от нашей. Тем не менее, мы все равно живем в одной вселенной, и что-то нас точно объединяет. Это физика. В границах единого мироздания у нас одни и те же законы природы. Однако, по словам ученых, вряд ли чужие цивилизации используют аналогичные нашим правила и научные условности. Нет никакой гарантии, что они правильно поймут знаки и формулы людей. То же самое произойдет, если мы получим доступ к физике инопланетян. Предположим, нам пришлют какой-то сумасшедше привлекательный закон. Стоит его расшифровать, и наша жизнь кардинально изменится к лучшему. Наверняка над этим тут же начнут биться самые выдающиеся умы планеты. Однако даже наиболее талантливые и опытные ученые не имеют опыта работы с чужими физическими законами. Не обладая нужными знаниями, они могут что-то не понять или просто ошибиться при расшифровке. Пусть самую малость, буквально на электрон, и изменить этим суть закона. Такое уже случалось в нашей истории. Бенджамин Франклин в 1750 году определил заряд электрона как положительный. Спустя столетия выяснилось, что электроны несут отрицательный заряд. К счастью, это существенно не повлияло на суть физических законов электромагнетизма, выраженную в уравнении Максвелла. В нем описано, как частицы с электрическим зарядом реагируют друг на друга. Им, частицам, все равно, как мы их называем. Если бы Максвелл определил заряд наоборот, уравнение бы не изменилось. Но это показывает, что мы можем еще легче ошибиться при определении инопланетного знака для электрического заряда. А здесь неточность способна привести к катастрофе. Возьмем материю и антиматерию. Они не имеют существенных различий за исключением зарядов. Поменяйте материю на антиматерию, и Вселенная, скорее всего, будет двигаться почти так же. Хотя не совсем. Материя занимает значительную часть космоса, а антиматерия совсем маленькую. Это значит, что где-то в законах физики скрыто тонкое нарушение симметрии заряда. Если вмешаться в столь сложный процесс мироздания и при этом перепутать звезды, последствия могут быть ужасны. Гигантский взрыв разнесет Землю на куски, или наша планета вмиг превратится в черную дыру. Это только предположение ученых, но лучше, наверное, вступить с инопланетянами в непосредственный контакт. Лицом к лицу, кажется, трудно не понять друг друга. На самом деле и здесь все очень сложно. Люди общаются в основном с помощью языка, используя очень узкий частотный диапазон звука – 85-255 Гц и диапазон частот света 430-770 терагерц. Однако этот способ не является универсальным даже на нашей планете. Каракатицы и кальмары разговаривают, меняя цвет и текстуру кожи, а также позу и движение. Дельфины используют эхолокацию, щелканье, свист. У инопланетян, которые эволюционировали в другом мире, тем более вряд ли окажутся сходные с нашими язык или жесты. У них даже может не быть рта, глаз, ушей.
Представьте, что вы стоите рядом с каким-нибудь желеобразным сгустком или колючим шаром. Согласитесь, что совершенно непонятно, как с ним вступить в контакт. Впрочем, ученые утверждают, что это больше техническая проблема. Все равно разумные существа как-то общаются. Возможно, на других волнах с помощью недоступных нам излучений. Тогда современные технологии, скорее всего, помогут их понять. Так, звуки китов на низкой частоте, неслышные людям, относительно легко преобразовать в доступные нам формы. А вдруг перед нами окажется нечто невообразимое, форма жизни, отличная от людей по химическому составу? На Земле основой любых биологических молекул является углерод. Из него состоят все живые организмы, от бактерий до человека, и мы думаем, что так везде. Астробиологи называют это углеродным шовинизмом. В реальности жизнь может развиваться на основе какого угодно элемента, например, бора или серы. Хотя самый возможный вариант – кремний, которого много в космосе. И, скажем, нам нужно найти общий язык с какими-то разумными кристаллами или камнями. Как вступить в контакт с подобными созданиями, пока трудно предположить. Но, несмотря на различия, даже с такими неожиданными формами жизни у нас наверняка будет много общего. Во Вселенной триллионы звезд. И все они представляют собой разреженные газообразные небесные тела. Светила содержат те вещества, что есть и на Земле. Планеты же состоят из материи протопланетного звездного диска, а значит, тоже схожи по составу с нашим миром. Все небесные тела отличаются друг от друга, скорее не качественными, а количественными показателями. Это касается их размера, силы гравитации, температуры, состава атмосферы, продолжительность суток, года. Иными словами, все мы во Вселенной слеплены из одного и того же материала. Живем по одинаковым физическим законам, и при встрече рано или поздно найдем между собой общий язык. Человечество уже готовится к подобному событию. На мировом уровне выработаны различные протоколы, описывающие порядок действий во время внеземного контакта. К таким документам относится Декларация принципов деятельности после обнаружения внеземного разума. Протокол определяет общие принципы действий после сигнала от инопланетян, решения о вступлении в коммуникацию или отказа от нее. Также в документе обозначена необходимость быстро просчитать долгосрочные последствия полученного сообщения. Правда, ни один подобный протокол не является обязательным в соответствии с национальным или международным правом. Исследователи полагают, что, скорее всего, при реальном контакте документ во многом будет проигнорирован. И все же он не даст людям растеряться в первые часы, подскажет общие принципы действий, а нюансы будут определяться исходя из конкретной ситуации. Астрофизик Митио Каку вычислил, что она может наступить достаточно скоро. Только есть одно уточнение – скоро в космическом масштабе. Новое исследование ученого предполагает, что ближайшие 400 тысяч лет не стоит рассчитывать на контакты с инопланетянами. И все это время мы не будем точно знать, где находится человечество – в космическом зоопарке или на вольных просторах Вселенной. Ждать, конечно, очень долго. Но ученые предполагают, что мы можем рассчитывать на бонус. Сумасшедшая цифра в 400 тысяч лет – это при современных темпах развития науки. Вместе с тем, прогресс все время ускоряется. Порой ученые делают настоящие прорывы, которые никто не может заранее предсказать. И не исключено, что скоро нам удастся связаться с братьями по разуму, хотя бы с помощью той же квантовой связи, над которой сейчас работают ученые. А потом придет время отправиться в гости к новым знакомым. Это, наверное, станет самым удивительным из всех наших путешествий по Вселенной.